Здрасте, здрасте, здрасте. Здравствуйте, это реальные новости на канале «Страна для жизни». И сегодня 24 февраля, и у нас новостной, реально новостной стрим. Сегодня 200-й день мирного протеста в Беларуси, поэтому сегодня в абсолютно таком легком формате обсудим все то, что произошло за последние сутки. У нас к эфиру подключатся гости и, конечно, друзья, ваши комментарии, вопросы и... шеры, лайки, репосты. Все это нужно, и все это мы ждем прямо сейчас. Пока вы подключились и нас начало уже смотреть несколько десятков человек, срочно разгоняем трансляцию. Вы ставите лайки, пишите любой комментарий, например, из какого города вы нас смотрите. Передаете друг другу приветы, мы передаем вам. И медленно, но уверенно будем разгонять сегодняшний стрим и ждать, пока нас соберется чуть-чуть побольше зрителей. Усім добрым людям добрый вечер пишут нам уже в комментариях, и мы передаем вам свои приветы, добрый человек. Нам далеко до Мьянмы. Да, кстати, Мьянма. Совсем недавно, буквально месяц-полтора назад, в этой прекрасной стране, такой теплой и радостной, случился военный переворот, где военные сместили законно избранное правительство, и сейчас там военная диктатура. Но люди на улицах, рабочие на улицах, забастовка идет полным ходом, и вопрос там решается очень быстро с теми, кто захватывает власть. Увы, в Беларуси вопрос с теми, кто захватывает власть, решается медленно. Вот уже 200-й день. И пока, откровенно говоря, скажем так, финала этого решения не видно. Он очевиден, потому что не может так продолжаться вечно. И все, что делает режим, он по сути сам себя загоняет все в более узкий темный угол и копает себе яму. Но когда это закончится, увы, пока ответ не можем дать. Вот мы не можем дать. Может быть, вы знаете. Тогда, пожалуйста, в комментариях нам и расскажите. Бобруйск тут, привет из Баранович, Филадельфия смотрит, мы рады, когда нас смотрят суши, это всегда не может не радовать. Минск, Серебрянка, всем привет, Полоцк, Минск, Витая, привет из Дятлова. А Дятлова это, кстати, в Гродненской области, недалеко от Щучинщины. А в Щучинщине, как сегодня выяснилось, с молотка уходит здание Дома культуры. По-моему, так это называется, за 119 рублей, белорусских рублей. За 119 рублей можно купить целое двухэтажное здание назначения развлекательно-культурно-досугного. Это я сейчас слово выдумал, не помню, как там это точно звучит, но... Вы уже, наверное, слышали о том, что жесточайшим образом сейчас будут распродаваться пустующие здания, строения и дома в сельхозместности. Можно за одну базовую величину купить пустующий дом в любой деревне, если там, собственно, никто не живет. Как правило, они живут в домах, которые уже развалились, но... Видимо, это какой-то новый посыл для тех, кому надоела жизнь в городе, кого не устраивает жизнь в чистом Минске. Ну, судя по риторике нынешних белорусских властей, ну, те, которые вроде бы как и официальные, а вроде неофициальные, де юре, де факто. Да-да, это отсылка ко вчерашнему интервью Светланы Тихановской Дмитрию Гордону. Мы надеемся, что вы все это посмотрели, и мы сделаем анонс. У нас в субботу тоже выйдет интервью, но в этот раз на вопросы будет отвечать Дмитрий Гордон. Так что в субботу заходите на канал «Страна для жизни». Мы... в приличной форме, мягко и нежно, но задали вопросы, которые вас интересуют. Я думаю, что есть вопросы, на которые вы хотите получить ответ. Поэтому в субботу Дмитрий Гордон ответит на все то, что мы у него спросили. Привет из мостов, из Бреста, юго-запад, Витебска. Привет варшавским кукловодам. От варшавских кукловодов большое спасибо. И вам день добрый, панство. Друзья, мы напоминаем, Москва тут, вас смотрят суши. Да, нас смотрят суши, и это нас радует. Слушайте, у нас сейчас еще появится здесь где-то шкала, и в описании есть ссылка на донаты. Этот стрим не для того, чтобы собрать донаты, а для того, чтобы пообщаться с вами. Вы можете на что-нибудь пожаловаться, мы постараемся на все отреагировать и попытаться, скажем так, используя свои головы и знания, вот здесь вот в стриме очень субъективно откомментировать все, что вы нам напишете. А у нас сегодня еще ожидаются гости. Давайте, пока мы собираемся, Тихановская за Тихоновскую, за Тихоновскую. И пока вы выясняете все-таки, какая четвертая буква фамилии Светланы Георгиевны, рекомендую вам поставить лайки к этой трансляции, поделиться ей, написать, насыпать нам побольше комментариев.
Просто воду утят только в Минске. Наверное, хотели написать мутят, но написали утят. Поэтому надо всем продать по домику в деревне и пусть растят достойный урожай. Вот именно. А в это время, как мы вчера рассказывали, на Гомельском хлебозаводе не хватает муки. Кстати, рассказали о том, что это... Почитали мы всякие новости, поискали статьи, посмотрели на комментарии тех, кто работает на хлебозаводе, и поговаривает, такая ситуация не только на Гомельском хлебозаводе. Дело все в том, что мука, она как бы есть, но она на завод не доехала, и, видимо, по той причине, что предприятие просто не успело рассчитаться за всю прошлую муку. А это порой очень большие деньги, прям миллионы белорусских рублей. А все почему? Потому что госпредприятиям, согласно последним указам, которые постоянно появляются от одного господина небезызвестного, согласно последним указам, можно рассчитываться, отсрочить расчет почти до 8 лет. То есть вы муку берете сейчас и говорите, мы вам за муку заплатим через 8 лет. А они там на этом мучном заводе думают, как нам заплатить рабочим, наверное, надо где-то взять кредит. Или не заплатить тем, кто збожжа и зерня на дожинках сбирал опошне и привозил. И говорят тем, мы заплатим вашим колхозам и комбайнерам тоже через 8 лет. А комбайнеры, они, знаете, переживают, они в жатву получают много денег. Но тут уж помогает государство кредитами и дотациями. Потрясающая схема экономики, которая устроилась и установилась в Беларуси. Невозможно не обрадоваться. И сразу к этой теме очень много было комментариев в последние дни о том, что там Лукашенко с Путиным делали в Сочи. И сегодня господин Песков, это тот человек с усиками, который отвечает за все то, что думает Путин, и рассказывает нам, обычным смертным и журналистам, что же там в голове у повелителя. Так вот, Песков рассказал, что встреча Лукашенко и Путина прошла просто прекрасно. Владимир Владимирович доволен. Григорович тоже доволен, потому что не успел в Минск прилететь, уже сразу звонил Путину в Москву, рассказывал, как добрался, что все просто прекрасно. И Песков раскрыл небольшие тайны, вот так вот просто приоткрыл, и рассказал о том, что большой упор был сделан на экономические темы, а собственно о чем еще и говорить, когда вся белорусская экономика сейчас на ладан дышит и возможность ее существования зависит напрямую от финансовых вливаний из России, потому что больше ни из одной страны уже никто ничего вливать не собирается в Беларусь. Вот. И сказал о том, что очень много говорили о налогообложении, о том, чтобы создать единую систему, не то чтобы прям единосоюзную систему, но подогнать налоговые законодательства, ставки и в Беларуси, и в России, так, чтобы они максимально подходили друг к другу. Это, кстати, то, что вызывало огромное возмущение ровно год назад, когда обсуждалась очередная какая-то там дорожная карта, которая, я так говорю, какая-то, потому что их то 31 по заверениям премьер-министра, то 33 по заверениям того, который назначил себя президентом. Их то не подписано 3, то не подписано 6. Вообще непонятно, что там подписано и какие точно пункты в этих дорожных картах. Особенно в тех, по которым еще они не пришли к консенсусу и согласованию. Да, я говорю так достаточно бодренько, но в целом это новость печальная, потому что, судя по всему, продажа Родины... Видите, любимую не отдают, но продают. Причем с таким удовольствием по несколько раз в год в Сочи. Есть же деньги у человека на курорт, да? На лыжах съездить покататься. Итак, друзья, идем в ваши комментарии. Посмотрим, что вы нам успели написать и понакидать. Помню времена, когда муки было на 3 дня. Живе Беларусь и Болония. Вот так вот, мы повсюду живем. В Зимбабве теперь летать надо. Может, там кредит дадут. Может быть. За Бабарика. Лукан испытывает пуканы. Очень замечательные комментарии, друзья. Спасибо. Стихи вообще всегда радуют в комментариях. На встрече отменили кредит. Минск смотрит мосты. Столица мира Радашковича с нами. Сухарова тут. Так. Говорят вот тут про дело Бабарика. Дело Бабарика вообще, на самом деле, хотелось бы послушать каких-нибудь великих политических аналитиков, что они скажут по этому поводу. Действительно ли после встречи в Сочи остановился суд над Бабарика на целых 2 недели, пока взяли перерыв и паузу? И вот тут интересный вопрос. Это действительно связанные вещи? Был ли какой-то разговор в Сочи? А если был и приостановилось дело по делу Бабарика? И... Тогда получается, что, может быть, действительно был прокремлевский кандидат, который устраивал и Кремль, и Европу. А может быть, дело Бабарика начали как раз поближе к этой встрече. Или вот началось дело и назначили встречу, чтобы было чем торговаться господину из Беларуси.
Все это пока остается под вопросом, потому что какие-то догадки строить можно, увы, пока никаких серьезных экспертных мнений я нигде не увидел и не услышал. Я уверен, что многие из наших зрителей, кстати, друзья, помогите нам. Мы внимательно следим за информационной повесткой и изучаем YouTube вдоль и поперек. Что, где, кто говорит и о чем, чтобы понимать, что же интересует в целом людей в Беларуси, которые смотрят YouTube. Спасибо вам за то, что вы смотрите нас. Но если вы поделитесь с нами в комментариях фамилиями, не фамилиями, давайте так, названиями каналов, которые смотрите в YouTube, нам будет примерно понятно, что и как интересует нашу аудиторию, чтобы в следующие стримы, там, на следующей неделе мы смогли пригласить к нам в стрим тех людей, за которыми вы наблюдаете и смотрите, чтобы они и на нашем канале высказали и рассказали свою позицию. Мы зададим какие-нибудь вопросы удобные, может быть даже неудобные, что всегда интереснее, и выслушаем их по всем нужным и ненужным поводам. Расскажите, что случилось с Русланом Линником, как его взяли, спрашивает у нас. Спрашивает Дед Калаш. Увы, Дед Калаш, я не присутствовал в тот момент, когда брали Руслана Линника, но то, что его взяли, мы в курсе. И об этом в курсе абсолютно все блогеры белорусские, все, кто сейчас в Беларуси еще вещает в Ютубе, начинают переживать по этому поводу, потому что никто не хочет оказаться на месте Руслана. Задержан он был. Да, 90 тысяч подписчиков у Руслана на канале, и его задержали. Появилась информация вчера в сети о том, что его задержали на 23 февраля. Никакого комментария Следственный комитет пока не дает, но задержание Руслана подтвердил его отец. Друзья, пока рассказать про задержание Руслана Линника нечего, потому что никаких особых комментариев нет. Я говорил сегодня о том, что у нас будут в эфире гости. И, к счастью, один из гостей уже успел подключиться, и это хорошо. И это человек, с которым с огромным удовольствием можно обсудить все то, что сейчас происходит в экономическом поле, в экономической сфере Беларуси. А главное, это новость вчерашнего дня, в которой говорится о том, что жесточайшим высшим приказом заморожены цены на основные, на самые важные продукты и на перечень, определенный перечень лекарств. Лекарств, по-моему, около 50 в этом перечне, а продуктов 62. В том числе там и хлеб, и молоко, и картошка, и много всего того, что еще нужно для того, чтобы есть, для того, чтобы выжить. Пока заморозили, а в тот момент, когда разморозят цены, ну, в плане можно будет, когда их будет, скажем так, когда государство их решит не само регулировать, а разрешит это делать рынку, можно будет их поднимать, там, по-моему, на 0,2% в месяц. Это пока, а потом, может быть, в неделю. Так, сейчас мои коллеги мне подсказывают, что у нас на связи есть Ярослав Романчук. А Ярослав Романчук — это замечательный экономист, с которым мы сейчас и поговорим о том, что же происходит у нас. Здравствуйте, Ярослав. Доброго вечера, доброго вечера. Спасибо, что нашли время немного с нами пообщаться. Ярослав, скажите, пожалуйста, как бы вы могли откомментировать, потому что очень много сейчас переживаний на тему замораживания цен, роста цен на определенный перечень продуктов, лекарства. Что вы думаете по этому поводу? Зачем это и чего от этого ждать? Генералы взялись за экономику. Знаете, у нас генералы обнулили право, потом генералы поставили на колени экономику в плане производства, предпринимательства. И вот для того, чтобы выполнить приказ Лукашенко, который прозвучал на Всебелорусском народном собрании, остановить цены, они, как прапорщики в этом анекдоте, сказали: цены стой, раз-два. Причем это тотальный игнор экономической науки, экономической истории, собственной истории, тотальный игнор того, что говорят производители. Это просто такое лизоблюдство для того, чтобы успокоить начальника, который думает, что экономика подчиняется приказам. Это глубочайшее заблуждение, которое приведет, на мой взгляд, к ускорению разложения системы Совгосплан, которое мы наблюдаем. Хорошо. Ярослав, а скажите, пожалуйста, в какое время это может привести к разложению системы? Вот если учесть все то, что сейчас происходит в экономике, вот эти новости о том, что кредиты берут БМЗ берет кредит, чтобы платить своим рабочим из этого кредита, вот эти поездки повымогать 3 миллиарда у Российской Федерации, ситуация с ценами, чего ждать в ближайшее время? И так часто можно услышать от Демсил, что вот-вот экономика Беларуси в нынешнем ее состоянии просто не выдержит. Как долго она продержится? Да.
Мы не говорим про вот-вот, мы говорим про то ускорение, которое получает экономика на тренде разрушения. Понимаете, что такое ограничить рост цен? Вот если бы у нас еще была дисциплина, как в Германии, да, вот сказали, сделали, тогда, я думаю, в течение года у нас был бы дефицит, у нас были бы реальные проблемы с банкротством предприятий, у нас не было бы качественных компонентов и резкое снижение качества жизни было бы, но это если бы у нас Германия. Спасение белорусского потребителя и производителя в неисполнении тех дуростей, которые принимает власть. У нас сколько раз неоднократно было регулирование цен на социально значимые товары, чем это закончилось? Это заканчивается тем, что кто-то откупается, кто-то работает в серую, кто-то ищет крышу, кто-то, то есть способов обойти это ценовое регулирование достаточно много. Причем всегда есть в Беларуси цены, вернее торговые сети, которых никто не может контролировать. И для них это благо, потому что они могут получить новых покупателей за счет того, что у них будет ассортимент, к которому люди привыкли. Но само по себе требование 0,2% в месяц, это, грубо говоря, при росте издержек, при ценовых колебаниях на импортные товары, при валютной неустойчивости, это просто приглашение к банкротству. Это приведет к тому, что у нас будет меньше людей работать, безработица, отток кадров, меньше поступления в бюджет, и, понятное дело, никакой социальной защите населения речи быть не может. Знаете, вот в Беларуси Головченко, наверное, был занят вооружением, когда прозвучала сакраментальная фраза Лукашенко в середине 90-х годов о том, что он тоже пытался регулировать цены на продовольственные товары, и тогда, помните, родился там быль, анекдот, взялся за яйца, сметана исчезла, это масло исчезло. Да? Это быль, которая иллюстрирует, насколько абсурдно и опасно регулировать цены в ручном режиме, в режиме, когда открытая экономика и конкурентные рынки. Более того, в этой ситуации выигрывают импортеры, выигрывают россияне. То есть, грубо говоря, сегодня Совет министров постановление номер 100 создал лучшие условия на рынке Беларуси для российских производителей, чем для своих собственных. Получается такая вот неказистая история, когда сливает Лукашенко не только какие-то силовики, но также его премьер-министры и министры, которых, к сожалению, никто не обучил экономической грамоте. То есть как только кто-то начинает говорить про регулирование цен, вот буквально там 2 недели, 2 месяца назад подобное случилось в России на более узкую группу товаров. И что? Отдельные производители сократили производство на 80%. То же самое может быть в Беларуси, если опять-таки не будет саботажа в выполнении такого постановления. Ярослав, скажите, пожалуйста, нам сейчас и в комментариях здесь пишут, вот очень много в последнее время прибегает к нам кремлеботов, либо людей, действительно убежденных в том, что счастье Беларуси это жить вместе с Россией, там под ней, сбоку, как угодно. Скажите, пожалуйста, вот нынешняя ситуация в экономике, там поездка Путина в Сочи, вот эти разговоры про объединение налоговых систем, насколько России выгодно вот это сливание экономик Белоруссии и России, союзное государство с точки зрения экономики? Вот у меня вопрос. Это вообще хоть как-то выгодно России? Я хочу огорчить кремлеботов и тех людей, которые считают, что Россия является источником неких инноваций в экономической политике. Я вот недавно написал материал, где привел 10 примеров того, как белорусские экономические инструменты активно начали использоваться в России, в том числе ценорегулирование. Помните, тунеядцы у нас, тунеядцы у них, импортозамещение у нас, импортозамещение у них, как госкорпорации у нас, госкорпорации у них. И, собственно, таких примеров абсолютно абсурдной совковой политики можно привести много, поэтому я сделал гипотезу, что на самом деле интеллектуальным теоретическим центром выработки экономической политики в союзном государстве является как раз Беларусь с ее неизменным интеллектуальным авторитетом, который Лукашенко назвал аж целых 3 раза в своем выступлении на Всебелорусском собрании Ленин. Ну, еще Сталину если добавить еще одного товарища, который не чурался в принуждении человеческого капитала к выполнению госплана. На самом деле Беларусь и Россия это разные экономики, совершенно очевидно. Между нами, несмотря на то, что таможенный союз существует де-факто с 1995 года, нет свободного перемещения
товаров, денег, услуг и рабочей силы. Тот режим, который давным-давно мы предлагали, мы не говорим о том, чтобы отгородиться, там, сделать железный занавес. Мы говорим, друзья, самый оптимальный вариант для нас, давайте сделаем единую экономическую, то есть зону свободной торговли. И все бы хорошо, но есть «Газпром», который говорит, газ не попадает, есть нефтяные бароны, говорят, не попадает, энергооборона не попадает, деньги не попадают, страховые услуги не попадают, транспорт не попадает. 70-75% того, что важно в Беларуси, не попадает под режим зоны свободной торговли. Вопрос, зачем это надо? Так вот, режим интеграции, который мы имеем сегодня, это супер выгодная вещь для контрабандистов, для крыш разного рода государственных программ, а также для ОПГ, которые активно используют разного рода схематозы, в том числе для ввоза в Россию санкционки. В 2000 году, когда началась такая интеграция, мы формировали 8% российского импорта товаров. Сегодня 5,5%. То есть за 20 лет мы, вроде бы имея благоприятный статус на рынке России, сократили свое присутствие на рынке России там, на 35-40%. Это и есть катастрофа. Это есть модель, которая опять-таки выигрывает отдельные группировки очень близких к власти людей. И поэтому я двумя руками за то, чтобы снижать и ликвидировать торговые барьеры, регуляторные издержки. Но мы сегодня, к сожалению, видим обратную ситуацию. Обратная ситуация заключается в том, что готовится к прихватизации в Беларусь, причем готовится цинично как раз теми людьми, которые являются выгодополучателями от сохранения Лукашенко у власти. Звучит не очень обнадеживающе для всех тех кремлеботов, которые надеются, что экономики срастутся и всем будет счастье. Скажите, пожалуйста, Ярослав, мы с вами как-то общались, наверное, месяц назад, может быть, чуть больше, и я вас один раз спрашивал, уточню еще раз. Экономический план экономических реформ демократических сил, может быть, вам удалось его понять, найти, как-то узнать о нем, может быть, с вами связались, попросили каких-то советов на эту тему? Ответ очень краткий. Такого плана у тех демократических сил, которые работают из-за рубежа, нет. Точка. Те решения, те планы, которые я готовил с моими коллегами в виде антикризисного плана, представлено на всеобщее обозрение, и который единственный документ гражданского общества, который приказал Лукашенко проанализировать правительство. У меня есть анализ, у меня есть сам план, он не потерял актуальности. Проект закона о приватизации, проект пенсионной реформы, проект бюджетно-налогового законодательства. Все это есть. Спроса на него со стороны демократических сил, к сожалению, нет, как и спроса со стороны властей. И это, собственно, меня удивляет, потому что победить Лукашенко и сделать свободу на повестке дня Лукашенко, или давайте разделим и поделим по-другому, но нельзя. Недавно я вот тоже сделал большой вклад, кусок в работу по моему предложению по новой Конституции Беларуси, предложил новый формат Конституции описать отношение государства к экономике. Вот. Я с горьким сожалением увидел среди демократических сил людей, которые еще более левые, большевистские, чем сам Лукашенко. Поэтому, безусловно, спор о будущем Беларуси должен вестись в профессиональном языке, профессионалами, а не теми людьми, которые просто по разным причинам были назначены, близки к кому-то или близки к европейским структурам, коридорам или финансовым потокам. Потому что самое главное, вот те люди, которых я знаю в бизнесе достаточно много, они ожидают альтернативы, они спрашивают: Ярослав, ну вот мы тебя знаем лет 20, ты работаешь на национальной платформе бизнеса, ты работаешь над этим. Почему твои предложения не находят спроса среди демократических сил? У меня на этот вопрос по-прежнему нет ответа. Подождем, Ярослав. Я думаю, что в какой-то момент будет спрос на все ваши работы и предложения, потому что, в целом же так не может дальше продолжаться. Ни то нынешнее положение дел, ни когда, собственно, если все поменяется, уйдет Лукашенко, надо же будет принимать какие-то решения. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, может быть, поможете понять. Вот есть такая вещь, как план Маршалла для Беларуси, где говорится о 25 миллиардах, которые должны будут спасти белорусскую экономику в момент вот этих каких-то безумных реформ, серьезных изменений в экономическом и социальном плане. Как это работает? Может быть, мы не единственные, кому это применялось. Что вы можете об этом рассказать?
Если коротко, опять это миф, это вот такая наш пиар-ход, 25 миллиардов, но почему не 30, да? Почему не 100? Никакого расчета не было. На самом деле, если вы рассчитываете воспроизвести план Маршалла хотя бы в абсолютных цифрах, в то время план Маршалла был равен где-то 12% ВВП Германии. То есть, знаете, сколько это было? Порядка, там, если в белорусском варианте, это там 7-8 миллиардов, но не 25 и не 20. Да? Это первое. Во-вторых, Германия и Европа послевоенная – это была частная экономика с ограниченным количеством госпредприятий. И, понятное дело, частные люди брали частные деньги и их, собственно, использовали для восстановления структуры экономики предприятий. В Беларуси радикально нужно делать децентрализацию. Нужно делать приватизацию, те реформы, которые мы можем сделать лучше, уже опираясь на негативный и позитивный опыт стран Центрально-Восточной Европы, Советского Союза, в том числе никак не делать приватизацию, социальную политику в Украине, России, Казахстане, Кыргызстане и так далее, и так далее. Это абсолютно примеры того, как не надо делать. Поэтому у нас вопрос не в том, что не хватает денег, да, и кто-то будет распределять там 20 миллиардов долларов через государство. Я категорически против такого варианта. Я за то, чтобы Беларуси дали возможность создать ту налоговую систему, тот денежный режим, тот режим социальной политики, который уже прописан у нас на бумаге. Я со своими коллегами, с экономистами международных организаций очень часто обсуждаю этот вопрос, который так или иначе связан с тем, как эти реформы проводить. Не в деньгах проблема. Денег, если мы сделаем эти реформы, у нас будет завались. Ирландия, которая является кельтским тигром Европейского Союза, имея ВВП на душу населения под 80 тысяч долларов, в конце 60-х была страной с ВВП меньше 1000 долларов. Они что, у них план Маршалла был? Нет, они просто создали великолепные правовые, экономические, налоговые условия и сделали прорыв, делали рывок. Мы знаем, как делать рывок. И поэтому дело не в том, что надо делать план Маршалла, а в том, какие институты импортировать, как их согласовать с тем режимом налоговой политики, социалки, который есть. Да, какие-то режим, деньги нужны будут для того, чтобы обеспечить выплату гарантированной социальной поддержки и пенсии. Но это не такие деньги, конечно же. Это деньги гораздо меньше, потому что всегда нужно понимать, план Маршалла – это кредиты. Кредиты нужно отдавать. И кредитная удавка – это тоже плохо. Поэтому я за то, чтобы дать возможность белорусам быть хозяевами в родной стране. И они сами сделают гораздо лучше, чем любые МВФ и Всемирный банк вместе взятые. Ярослав, еще один вопрос. Извините, что задерживаю вас. Есть еще один вопрос. Буквально на днях во время встречи Путина и Лукашенко в сети появилось это с околокремлевских и прокремлевских изданиях и телеграм-каналах появилась информация о том, что российские предприятия-гиганты собираются выкупить белорусские. Ну, в плане КАМАЗ купить МАЗ, там Урал калий, Беларусь калий, и Азот Гродненский и так далее. Скажите, можно ли доверять таким слухам и насколько это реально в нынешней ситуации? Меня эта информация рассмешила, потому что когда-то меня спросили, как бы я видел идеальный пакет ценных бумаг белорусских предприятий. Вот я создал где-то такой список, 20 предприятий с оценкой на момент где-то вторая половина 2000-х, где, собственно, эти предприятия были собраны. Беларусь калий, НПЗ, БЖД, там Беларусьбанк, Белгострах и так далее, и так далее. И примерно эти цифры озвучил Низ Игорь. Поэтому я считаю, что это просто фейк. Я знаю из российских источников, что россияне категорически против того, чтобы входить в капитал белорусских предприятий на этих условиях. Они не доверяют и только могут выполнять политический приказ. Поэтому, когда даже россияне не верят в то, чтобы здесь можно работать без кардинального изменения институтов собственности, защиты прав экономических субъектов, говорить о том, что кто-то предлагает какие-то вещи, невозможно. Россельмаш не хочет. Там ребята-производители удобрений не хотят. Говорят, конечно, если Кремль прикажет, мы вынуждены будем делать. Но вы тогда отвечаете за все риски. Вот такого рода риски, так или иначе, имеют политический характер, и те люди, которые принуждают Беларусь вроде бы до сдачи, так или иначе являются партнерами Александра Лукашенко по нефтяным схемам, по финансовым схемам, по всем тем схемам, которые так или иначе являются проблемой для самого российского бюджета. Ярослав, спасибо большое за внятные, понятные и лаконичные ответы на все наши вопросы. У нас пока вопросов больше нет.
Спасибо за вашу работу и до новых встреч. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Итак, друзья, у нас на связи был Ярослав Романчук, экономист, который рассказал о том, что, собственно, может ждать белорусскую экономику в ближайшем будущем, какие есть проблемы в объединении с российской экономикой и почему не стоит пока паниковать по поводу встречи Лукашенко и Путина в Сочи. Во всяком случае, не стоит паниковать на экономическом поприще. То есть пока белорусскую экономику российская вроде бы как не поглотит. А теперь давайте к комментариям. Очень много сейчас комментариев накидали таких штук. Кто-то пишет: о, вижу, что Романчук, сразу лайк. Кто-то пишет: здесь Романчук, сразу дизлайк. Давайте мы сойдемся на том, что очень важно слышать разные мнения. Для тех, кто в комментариях пишет: давайте сначала избавимся от 3%, победим, а потом будем решать вопросы. Мне бы хотелось сказать так: друзья, это очень странно. Вот как оно получается. Мы ждем победы. Мы пока, откровенно говоря, я вот, например, и на сегодняшний день не нашел какой-то конкретный пошаговый план, как же собираемся мы победить. Потому что предложений много, предложений со всех сторон, равно как и демократических сил, которые находятся в Литве и в Польше. Очень много предложений внутри, инициативы во дворах выдвигают какие-то предложения. Однако пока общий какой-то большой такой вот, детального пошагового плана, собственно, не видно. Мы все ждем весной, надеемся, что весной вдруг мы все проснемся, засветит солнце, да, конечно, будет больше энергии, мы получим витамин D, взбодримся, и весной вообще как-то и жизнь оживает. Может быть, и мы с вами оживем еще сильнее. Хотелось бы в это верить, но говорить о том, что может быть дальше, и что, собственно, предложить взамен того, что сейчас происходит, да, конечно, я согласен с тем, что хуже быть не может. Ну, в целом, да, пока хуже вариантов не видно, вот кроме того, который сейчас остается у власти, и если вот ситуация останется такой же. Хуже вариант придумать вообще практически невозможно. Но все-таки какие варианты есть дальше, это всегда важно и полезно знать. Не об этом ли многие из вас ходят послушать на любых других YouTube-каналах, где сейчас огромное количество специалистов, которые разбираются абсолютно во всем и просто повторяя одну и ту же мантру, что вот, надо придумать, как жить дальше, все плохо, Лукашенко плохой, нас сейчас поглотит Россия, и вот мы... Ну, так а какие ваши предложения, кроме того, чтобы говорить, что все плохо? Хочется спросить очень у многих. Мы вот так не говорим, потому что у нас и предложений особо-то нет. Мы в этом вопросе не специалисты. Мы просто общаемся с вами, задаем ваши вопросы тем, как нам кажется, у кого могут быть на них ответы. И вот у нас сегодня был в гостях, например, Ярослав Романчук. Мы бы хотели, чтобы к нам заглянул и господин Чалый, который тоже очень много рассказывает интересно об экономике. Но сегодня, увы, вот пока нам не удалось найти время его для того, чтобы в этот момент он мог к нам подключиться. Вот нет у человека времени, значит в другой раз. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и прямо сейчас рассказывайте, откуда вы нас смотрите. Итак, почему подписчики на канале не растут? Виктория, а это хороший вопрос. Наверное, подписчики не растут, потому что, раз... Что-то растет, когда хорошо питается. В Беларуси сейчас сложная экономическая ситуация, поэтому очень мало витамин и не растут. Количество подписчиков почему не увеличивается? Наверное, потому что мы не рекламируемся, знаете ли, не накручиваем подписчиков, и все у нас идет на органике. А еще потому что у нас нет, например, кремлеботов, которых можно заметить абсолютно на разных сейчас YouTube-каналах, когда они появляются во время стримов и начинают писать: да-да-да, все верно говорите, давай еще. А это все ваши комментарии, они как раз-таки выводят трансляции вверх. У нас таких нет, мы их не заказывали, нам их никто не подсовывает, потому что мы говорим вещи, которые очень часто не устраивают вообще ни Восток, ни Запад, ни даже тех, кто в центре прям столицы находится. Говорим как есть и то, что думаем. А это мешает расти подписчикам. Но если вы вот из тех людей, которые любят задавать себе вопросы и пытаться на них найти ответы, то вам сюда и поделитесь этим видео со своими друзьями. А я сразу анонсирую, что у нас сегодня еще в стриме будет Светлана Тихановская. Вот мои коллеги подсказывают, что связались с ней, она вроде бы как подключится к нам в течение ближайших 15 минут. Тоже зададим некоторые вопросы. Дальше будет представитель офиса Светланы Тихановской по международным вопросам Валерий Ковалевский, тоже подключится.
И кто же еще у нас сегодня в гостях? У нас сегодня еще в гостях будет молодой экономист, но со своим взглядом на все происходящее. И Павел Латушко где-то через час тоже обещал на пару минут заглянуть к нам с вами в стрим и рассказать, что же он думает по поводу встречи в Сочи. Итак, ешьте растишку и все вырастет. Да, действительно так. Витебск, привет. Вадим, едь в Гомель. Тут уже кто-то кого-то куда-то отправляет. Друзья, давайте, накидывайте свои вопросы. Где вас интересует. Мы по мере своих, в силу своих знаний и пока недостаточно мощных, но все же присутствующих в голове интеллектуальных способностей, попробуем ответить на все, что вас беспокоит. Здесь где-то был вопрос, вот пока мы с Ярославом беседовали, писал молодой человек о том, что нужно думать снова про забастовки. Вчера, кстати, у одного из популярных в Инстаграме белорусов, Денис Гутовский, если я не ошибаюсь, у него раньше был большой инстаграм-канал, затем он его удалил, потому что, видимо, покидал Беларусь, и вот сейчас вновь он там появляется. Он говорил очень дельные и правильные вещи о том, что вот пока мы все готовимся к весне, мы не готовимся к каким-то вещам, такие, которые вот, помогли бы мирному протесту, потому что очень много разговоров про радикализацию. На очень многих YouTube-каналах сейчас постоянно говорят о том, что надо копить силы, выйти один раз и всем показать и никуда не уйти. Вот вопрос в том, а когда этот один раз и как это выходить и, собственно, выйти куда и откуда не уйти? С улицы, понятно, но стоять до чего? И эти вопросы все не требуют ответа. Поэтому к вам огромная просьба, если вы заглядываете на стримы, где об этом говорят, всегда спрашивайте, собственно, так и до какой степени, доколе нам стоять на улице, и что вы предлагаете? И вот этот инстаграм-блогер, давайте так назовем, Денис Гутовский, сказал очень правильную вещь, что, наверное, стоило бы подумать о забастовке, потому что это единственная адекватная и самая безопасная форма мирного протеста, о которой мы говорили всю осень, напоминали всю осень. И говорили мы в реальных новостях, и говорили на очень многие блогеры, и это звучало от представителей демократических сил. Но забастовки такой, которая привела бы к нужному результату, как это было задумано, не получилось. И очень много факторов. Кто-то побоялся, кого-то все устраивает, там зарплата за 200-300 рублей, кого-то, как я часто говорю, жонка не пуская бастовать, потому что говорит, иди работай, придешь без зарплаты, анучей надаю по шее. И это все понятно. Но вот о забастовке, наверное, стоило бы говорить. И надеяться на то, что 25 марта мы все вместе выйдем отпраздновать День воли, и все будет легко и просто, тоже, пожалуй, не приходится пока. Это очень субъективно все. Вот что бы я делал, спросите меня, я вам расскажу. А я бы придумал какой-нибудь такой план, например, и сказал бы, слушайте, весна это хорошо. Весной надо сейчас 2 месяца на то, чтобы разогнаться. Март-апрель, все потеплеет. В мае вообще все прекрасно, там тепло, хорошо, у всех весеннее настроение. Это больше сил, энергии, бодрости. И к 1 мая, к дню всех трудящихся, сейчас 2 месяца готовить забастовку. Объяснять людям, что они сейчас работают за зарплаты, рассчитываться за которые, за кредиты, будут их еще и правнуки. Что экономике просто конец, что они не выживут, что это все развалится, разрушится, и в самом лучшем случае для них, они потом уедут на заработки в Россию, когда их завод абсолютно закроется. Нужно объяснять, рассказывать про перспективы и говорить, что смотрите, давайте. Вновь поднять немножечко пошебуршать, так сказать, разбудить фонды солидарности и сказать, друзья, давайте, смотрите, неделя забастовки, вот майские праздники, там тем более столько выходных, с 1 по 10 не будем работать, даже если сильно государство будет заставлять. И в целом, наверное, забастовка получилась бы. Если как следует к ней подготовиться, провести работу над ошибками, скажем так, в прошлый раз, что у нас там не получилось с забастовкой, где что не сработало, где кого не смогли убедить. Все-таки на заводах же осталось огромное количество тех людей, которые выходили, мужчин, которые выходили в своей рабочей форме, в касках, выходили на площади своих заводов. И помните эти моменты в августе, когда спрашивали, кто голосовал за Лукашенко? И там 3 человека во главе с начальником, я... Кто за Тихановскую? Все вместе поднимали каски вверх и кричали «Мы!». Вот это же все. Их же всех не уволили, они же работают дальше. Но им же что-то пообещали, их же как-то припугнули. Вот с кем нужно работать. Потому что, да, айтишники, все те, кто и так зарабатывал неплохие деньги, выходили на улицы вот как раз-таки ради тех, кто зарабатывает по 200 рублей.
Ну вот с ними все понятно, все понимают, все адекватно оценивают, многие из вас адекватно оценивают сложившуюся ситуацию и понимают, что вот да, есть вот так, но у нас есть, у всех есть одна цель. А многие уже начинают переживать, на заводах нервничать. На заводах вообще начинают нервничать, потому что на некоторых заводах прям запрещают уже из цеха в цех ходить во время рабочего дня, чтобы, не дай бог, из одного цеха в другой понести не гайку, а какую-нибудь неустраивающую руководство мысль. Все это, конечно, грустненько. Так, лучше забастовки. Идем дружно все в банки, искупаем валюту, забираем вклады, обналичиваем деньги. Госбанковская система банкрот. Это тоже прекрасный план, но пойти нужно всем. А вы знаете, что если вдруг все вместе сейчас пойдут в банки снимать свои вклады, скажите мне, пожалуйста, разве такого никогда не было, когда государство вдруг говорило о том, что у нас нет долларов в обменниках, нет долларов, нечего покупать, а вклады, пока отдать не можем. И что вы сделаете? Решите в банке достать палку, размахивать и кричать: откройте сейф, отдайте деньги, приедет ОМОН. Поэтому, вы знаете, так это, конечно, грустненько все звучит. Не надо так радоваться и думать, что если мы все пойдем в банк, нам всем вдруг отдадут деньги. Не верите? Давайте проверим. Вот смотрите, завтра все вместе, всей страной собираемся и идем в банк. И что будет? Вот посмотрите, к обеду скажут: у нас деньги закончились, надо ждать, пока из Минска подвезут. Это скажут в регионах. А в Минске скажут: надо подождать, пока из соседнего района подвезут. И то же самое скажут в соседнем районе. И все мы забудем, что уже и зачем пришли, и что хотели снять, пока отстоишь эту долбаную очередь. Потому что там еще обязательно придут ябатьки какие-нибудь, которые вот эти с трясущимися руками оплатить жировку, чтоб, не дай бог, мне там пню не насчитали. В общем, план отличный, вряд ли реализуемый. Люди, кто сколько зарабатывает в Минске, скажите, пожалуйста, задает вопрос Вадим Рзаев. Действительно, а расскажите Вадиму, кто сколько зарабатывает, потому что средние зарплаты в Минске, они в разы выше, чем по стране. Самыми нищебродскими районами оказались... не вспомню сейчас, там где-то в начале зимы, в декабре приходила статистика о том, где сколько кто зарабатывает. Знаменитых по 500 зарабатывают, в Минске зарабатывают, а вот в регионах не зарабатывают. Мои родители, например, живут в небольшом провинциальном городе. Как в небольшом? В таком, средненьком. Вот город Лида, например. И когда моя мама посчитала свою зарплату и пенсию, потому что они оба пенсионеры и оба работают, потому что выжить на пенсию невозможно. И если пенсионеры живут вдвоем в однокомнатной или двухкомнатной квартире, то в целом пенсий двоих человек, если только пенсии, может хватить на то, чтобы закрыть все коммунальные вопросы по оплате коммунальных услуг и покупать какие-то продукты так, чтобы выжить и... внуку купить киндер-сюрприз раз в месяц. А если еще оба пенсионера работают, то вот тогда можно, в принципе, и коммунальные услуги оплатить, и купить даже селедку не с головой и с кишками, а уже разделанную, красиво фасованную. Понимаете? Вот такие зарплаты. Итак, по зарплатам. А вы в рублях пишете? 1500, 750 рублей повар, 1000 белорусских рублей, 1000 белорусских рублей, 850 рублей, 600 рублей, 5000, свой автосервис у меня. Вот вы молодец, видите, эти частники жируют, вот таких буржуйчиков Лукашенко-то и а-та-та им делает. Вот. Потому что если людям дать возможность зарабатывать и сделать абсолютно нормальные законы для того, чтобы они еще и работали, то все будут зарабатывать нормально, все те, кто хочет зарабатывать. Так, 3700 рублей в Вильнюсе на стройке, пишет нам Денис. Пенсия 300 рублей, пишет Ирина Комаровская. Бухгалтер 380 рублей, пишет Аня Ляшкевич. 130 рублей. В колхозе 400-600 рублей. На пенсии уже 8 лет. 400 рублесов получает. Вот так вот. 774 рубля. 340 продавец. Муж получает 500-700 рублей. Чистыми 520 получает бухгалтер. Вы запомните, что это всегда еще разные города и регионы. Брест 1200 белорусских рублей. Смотрите, это же больше, чем 500 долларов. Или меньше? Сколько сейчас доллар, ребят, подскажите. Это меньше, чем 500 долларов. 2,6 доллара. Классно. Это меньше, чем 500 долларов. Где-то 500 долларов, 3,5 в Минске охрана. Максим, а кого вы охраняете, расскажите? А вы что охраняете? Это интересно, вы магазин охраняете или белорусский народ охраняете? Если белорусский народ, я не удивлен, что вы 3500 получаете. Может, и в магазине столько платят. Потому что те, кто охраняет белорусский народ, это, как правило, те, кто бьет белорусский народ и охраняет его потом на крестино, чтобы белорусский народ, не дай бог, не выбежал раньше, чем надо. Эти получают. Так, 1000 рублей водитель, 700 рублей. Класс, друзья, мы хоть послушаем зарплаты. В Хойниках человек зарабатывает 300 белорусских рублей.
Так и написано БР. Видимо, первое слово матное Б, а второе рубли. 70 лет, 310 рублей пенсии. Брестская область, 310 рублей. 120-130 долларов. 310 рублей. На что это может хватить пенсионеру? Вот, наверное, знаете, я все-таки сейчас понял, почему у нас на гостелевидении в последние дни видели, на этих великих СТВ, Заренок ТВ выходят какие-то невероятные ребята и рассказывают о том, что вот при немцах был порядок, вот немцы виселицы ставили в конце и в начале поля, вот при немцах хотите Мерседес, тогда сначала должен быть Холокост, сначала должен быть концлагерь. Это все рассказывают на белорусском телевидении, воспевая немецкий порядок. Так вот, собственно, наверное, это тоже направлено на наших пенсионеров. Они говорят, вот смотрите, немецкие пенсионеры, они, значит, выходят на пенсию, не работают, путешествуют, ездят по всему миру. На какой курорт не приедь, там везде пожилые немцы. Потому что они могут себе позволить. Хотите так жить? Значит, нужен немецкий порядок, но сначала концлагерь. Собственно, что в стране и происходит. Извините, не хватает ни воздуха, ни нервов. Евроопт, грузчик, 450 рублей. О, 450 рублей с авансом. В Болгарии тоже 150 евро. Что в Болгарии тоже 150 евро? Зарплата? В Болгарии 150 евро можно пахлаву, продавая на пляже, в день зарабатывать. Это если не лениться. А в Беларуси таких пляжей нет. Пенсия 340, инвалид второй группы. Вот вам, пожалуйста, 1800. Замдиректора в частной фирме. Ольга Павлычева. Ну что вы, Ольга? Как вы такие суммы вообще так вскрываете легко? 1800 рублей замдиректора. А директор, наверное, и того больше. Может, еще и на Мерседесе ездит. Вот именно так власть реагирует на всех тех, кто в Беларуси умеет заработать чуть больше, чем позволено для того, чтобы выжить. Потому что чем больше у человека денег, тем больше у него времени не на то, чтобы их зарабатывать, а на размышления о том, а как сделать страну лучше. А страну делать лучше не надо. Поэтому все должны жить только одной мыслью. Как мне сегодня сходить на работу, чтобы завтра с голоду не сдохнуть. И вот тогда все будет работать. Привет всем ябатькам, это я хотел передать, и кремлеботам, которые постоянно сейчас наваливаются в комментарии и рассказывают о том, как все хорошо. Вот пишет нам Веринея. Какое красивое имя. Моя мама бывший предприниматель, 280 рублей. У папы тоже бывший предприниматель. 280 и у папы. И вот на двоих, пожалуйста, с трудом 220 долларов. И как жить? Видимо, 4500 Солигорск. Денис Трицепс написал нам. Денис Трицепс зарабатывает 4500. Боже мой, как зайти в аккаунт к этому человеку, посмотреть на него. 4500. Ну, либо это шахтер, и теперь понятно, почему шахтер не бастовал. Потому что он получает 4500, и ему в целом плевать, что избивает, убивает людей там на улицах, и женщин насилуют ОМОНовцы. Ну, за деньги, которые добывают на калийных предприятиях. Солигорск, 4500 рублей. Либо Дениска обманщик и хочет нам сказать, что не надо, ребята, никаких забастовок, все в порядке, у шахтеров столько бабла, вот смотрите, все хорошо, что вы там рассказывали нам. Ладно. Подписываем петицию 4710 против нацизма. Пишет нам Юрась Ладушка. И мы с Юрасем полностью согласны. Такие петиции стоит подписывать. А вот, ребята мои напомнили, что у нас есть супер шкала для тех, кто зарабатывает 4500 рублей в Солигорске. И готов помочь нуждающимся, например, каналу «Страна для жизни» и реальным новостям, для того, чтобы у нас наконец-то появились деньги на рекламу, чтобы мы, знаете, тоже себя порекламировали, и нас переживали, подписчики не растут, потому что не рекламируемся. Вот мы сейчас собираем себе, скажем так, на развитие канала. У нас сейчас 12 евро нам надонатили, а всего мы сегодня собирались собрать 500. Вот и посмотрим, как нас поддерживает человек с зарплатой в 4500 из Солигорска. Кстати, ссылка на донаты, она прямо в описании к этому видео. Это не обязательно, друзья, стримы бесплатные, все хорошо. Мы как БТ не берем деньги у налогоплательщиков, не отдаем их операторам, сценаристам, ведущим, по 500 человек, которые делают одну передачу, в которой воспевается фашизм, либо оперная певица Беларуси обзывается в песне «Трапеструтуткой». Да-да-да, там такое было. Озаренок каждую неделю выдает какие-то невероятные штуки. Его можно смотреть просто, как себе человек вообще срок накидывает постоянно, там, за клевету, за оскорбление, за все остальное. Ну и в целом, как деградирует белорусское телевидение и как сильно нет мозгов у них там. Привет, ребят! Работаю в Европе водителем. 73 евро в сутки. В Беларусь возвращаться не собираюсь. Пишет Дмитрий Витебский.
Вот, Дмитрий, как же без вас Витебск, как же без вас Славянский базар, как же там люди, продающие шашлыки, они же ждут, когда вы приедете и скупите все шашлыки на следующем базаре, которого, хочется верить, не будет. Ну, во-первых, потому что главный циркач на базар не приедет, а может быть и пандемия здесь поможет. Средняя пенсия в Украине $126, пишут нам. Кстати, давайте-ка мы посмотрим на Украину, а то вот нам все время говорят, вот, в Украине, хотите как в Украине, хотите как в Украине, хотим. Знаете, что нужно отвечать? Нужно отвечать хотим. Сейчас я найду статистику, это прям вот, это ж не поленюсь, а найду. Есть даже цифры, друзья. Сейчас я вот в хаотичном их поиске просто хочу вам их озвучить, чтобы нигде никого не обмануть. Итак, давайте по цифрам. Уровень инфляции в процентах в годовом выражении за 2020 год. В Беларуси 7,4%, в Украине 5%. На загнивающем Западе, в этой Прибалтике, в этих прибалтийских Эмиратах, как их называют, в Латвии инфляция минус 0,5%, в Литве минус 0,1%. Ха-ха! Отрицательная, прикиньте. Вот, это за год, это за 2020 год. А в Украине 5%, а у нас в Беларуси 7,4%. Вот вам и разница. Хотите, и это учитывайте, что Украина, это та страна, которая потеряла часть территории, находится фактически в состоянии войны, тратит огромное количество денег сейчас на военные нужды, при этом переживает огромные процессы там реформирования экономики и всего-всего, и у них инфляция меньше, чем у процветающего клочка земли. Есть над чем задуматься, правда? Максимальные темпы рост цен за январь 2001 года в Беларуси. Хотите знать? А я вам расскажу. Мебель на 13%. Это за январь 2021 года. Автомобили на 14%. Масло на 15%. Пассажирский транспорт плюс 25%. Услуги страхования личного авто 32%. Представляете? А-та-та-та-та-та-та. А это все знаменитая экономика, которая очень многих устраивает. И если среди ваших соседей есть те, кого все устраивает, вы иногда с ними проводите разъяснительные работы. Кстати, если погулять по телеграм-каналу, например, подписаться на «Страну для жизни», на фонд «Страна для жизни», есть такой в телеграм-канале, вообще ребята капец какие активные, они прям молодцы, работают. Там можно даже найти ссылки на всякую печатную продукцию, в плане, ну, что-то скачали себе, готовый макет газетки, на принтере распечатали, соседям в ящички положили. Но только смотрите, чтобы не заметили, а то сейчас, знаете ли, в моде сдавать своих соседей и ждать, пока черный воронок, ну, правда, сейчас с мигалками, синей полосой, с такими же синими лицами под балаклавами приедет. Так, здесь уже начинают ругаться люди. Матом начинают говорить в комментариях. Так, 400 рублей получает, $400 работник, 3000 евро до невриты. Пишет, боже, и вот эта тема денег, она вообще для белорусов, видите, всегда для нас прям очень актуальна. Начинается грызня. И это хорошо. Пишите. Ставим лайки, продвигаем видео. У нас самые честные, добрые видео. Мы отвечаем на все ваши вопросы и заодно видите, как в комментариях узнали, кто сколько зарабатывает, в какой ситуации находится. Так, друзья, мы сегодня обещали, что будем говорить не только про новости, не только про экономику. Будем помнить о том, что сегодня 200 дней мирного протеста в Беларуси. И сегодня у нас должны быть замечательные гости. И вот мне мои коллеги сообщают, что замечательные гости продолжают подключаться. Так, говорят, что буквально через несколько минут к нам забежит в эфир ненадолго, буквально на пару минут, Светлана Тихановская. Вот забежит в эфир, в онлайн-эфир, не прямо сюда, а прямо на экраны, потому что она сейчас вовсю работает в офисе своем со своими коллегами, но уделит нам несколько минут. Обязательно пообщаемся. Так. Я готов всегда, спрашивает меня, и мы надеемся, что у нас на связи сейчас есть Светлана. Здравствуйте, Светлана Георгиевна. Здравствуйте, Евгений Георгиевич. Если хотите, да. Я могу взять ваше отчество. Александрович, Светлана Георгиевна. Как я могла забыть? Легко. Главное, что мы ваши не забываем. Светлана Георгиевна, спасибо, что нашли время. Мы знаем, что у вас сейчас там напряженный график рабочий. Буквально на пару вопросов вас к нам.
У нас очень много спрашивали сейчас в комментариях, и судя по тому, что пишут в интернет-пространствах, давайте вот с чего начнем. Часто говорят о том, что демократические силы потеряли связь с белорусами. Светлана, скажите, пожалуйста, общаетесь ли вы с представителями дворов и инициатив в Беларуси? Это Zoom-конференции, это все что угодно, любая связь. Есть ли у вас прямая связь с активистами? Конечно, есть. Каждую неделю, несколько раз в неделю я общаюсь с разными инициативными группами, с врачами, с учителями, со спортсменами, со дворами, с дворовыми инициативами, с волонтерами. К сожалению, раньше мы встречались, возьмем дворовые инициативы в большом, значит, в большом составе, скажем так, но из-за вопросов безопасности больше мы так делать не можем, поэтому я встречаюсь регулярно в более узком составе дворовых инициатив. Студенты, рабочие, представители стачечных комитетов, со всеми в Zoom встречаюсь. И просто с людьми из разных городов. Они собираются в одном помещении, и у нас созвоны по полчаса, по часу. Так я вдохновляюсь, я надеюсь, что я вдохновляю людей, отвечаю на вопросы многочисленные, которые возникают. Поэтому, да, конечно, это самое основное, что надо делать для того, чтобы быть ближе, как вы говорите, к людям. Я ни в коем случае не... Я всегда хочу быть, знаете, как в гуще событий и не отдаляться от людей, как говорит пропаганда. Ну, то, что говорит пропаганда, это в целом то, что не стоит воспринимать, но порой нужно комментировать для того, чтобы не оказалось так, что мы слышим только госпропаганду. Светлана Георгиевна, если вы говорите, что общаетесь с людьми постоянно, причем это очень разное, это и студенты, и стачкомы, и просто активисты во дворах в разных городах, а что говорят люди о нынешнем положении дел? Вот какой у меня к вам вопрос. Что говорят люди о нынешнем положении дел? Говорят разное, но... Чаще, конечно, слышно, что нам страшно, что какое-то временами очень депрессивное состояние, но мы не сдаемся. Мы продолжаем, мы готовы идти до победы. Нас все равно уже не сломать, нас много. И это точно такие же мысли возникают у меня. Поэтому минут отчаяния очень много бывает, не без этого. И кажется, вот-вот ты сломаешься, но ты понимаешь, что ради чего ты это делаешь, и что у тебя нет права остановиться. Ты борешься, ты знаешь за что там сидят люди. Люди требуют справедливости, многие, которые вынуждены были уехать, бизнесы, которые закрыли. То есть люди хотят перемен, и ты как часть, как одна из миллионов, которые также стремится к этим переменам, берешь себя за шкирку и идешь вперед. И так каждый белорус. Абсолютно. У каждого бывают депрессивные состояния, и это нормально. Это так здорово, это похоже на психологическую разгрузку для всех нас, все наши дорогие зрители. Это нормально. Светлана, скажите, пожалуйста, верите ли вы в то, что я просто недавно видел, в телеграм-каналах уже полетели озвучивать идею офиса Светланы Тихановской о том, что нужно готовиться к 25 марта. И там звучит так просто: нужно готовиться. Хотя, так и непонятно к чему. В целом, к Дню воли всегда стоит готовиться, потому что это праздник. И вопрос к вам. Верите ли вы в то, что 25 марта на улицах Минска может быть так же оживленно, радостно, музыкально и ярко, как это было в конце августа, начале сентября 2020 года? Я боюсь, что как в конце августа не будет, но постепенно людей будет выходить все больше и больше, потому что опять нужно вернуть людям то чувство единения, что ли, чтобы они видели, что нас много, и сначала наверняка выйдет не такое большое количество людей, не 500 тысяч, как это было, но постепенно люди будут понимать, что чем нас больше, тем безопаснее, будут видеть, что люди все равно выходят и будут присоединяться к тем, кто уже вышел. Это опять, знаете, надо перебороть чувство
страха в себе. Кто-то сделает это раньше, кто-то сделает это позже, а кто-то готов и никогда не сомневался, что нужно выходить. Поэтому да, я думаю, что 25 числа на День воли, как и в прошлые годы, все люди выйдут, и это стремление к выходу, выразить свою волю, оно будет только увеличиваться. Светлана, скажите, пожалуйста, а что бы вы ответили тем, кто сейчас, в последний месяц особенно, очень часто призывает к радикализации протеста? Очень много сейчас говорят о том, что и очень много разных блогеров в комментариях постоянно звучит вот это все, что мирный протест, он никак нам не поможет, мирным протестом ничего не добиться, только радикализация, только если вот вилы в руки, грубо говоря. Что вы можете на это ответить? Потому что все, что вы говорите, это всегда мирный протест. Ну, на то они блогеры, чтобы будоражить общество, влиять на мышление, на восприятие белорусов. И кто поддерживает такие, ну, не знаю, настроения, их не остановит ничто. Но говорить об этом и брать на себя ответственность за призыв к таким вещам — это совершенно разные вещи. И я верю в успех мирного протеста. И я не готова призывать людей к радикальным действиям. Это все. Светлана, вы всегда, вот смотрите, вы всегда так спокойно говорите во всех интервью, ну прям, ну спокойно и даже меланхолично. Здесь вот сейчас в комментариях очень много написали о том, что спасибо за интервью с Гордоном, отличное интервью с Гордоном, очень искренне, очень достойно, искренне, хорошая прическа. Это тоже вам написали здесь. И вопрос к вам такой. Вы вообще, Светлана Георгиевна, а вы когда-нибудь раздражаетесь вообще? Вас что-нибудь злит? Ну, бывает такое, что вы говорите резко, громко? Бывает, конечно. Но, я так понимаю, заявлений в таком виде мы не дождемся. Но это просто к тому, что часто об этом говорят. Да, вот даже я щас в понимаю, комментариях. о чем вы. И, ну, вообще, как бы на публику для людей я не могу кричать или, Не-не-не. ну, не знаю, да. Потому что я где-то рядом с близкими людьми могу прокричаться, проплакаться, но это не то, что я должна выносить людям. Ну, я же не Всё, мы истеричка, просто- в конце концов. Мы просто еще раз хотели убедиться в том, что вы самый живой человек и просто умеете Я, управлять конечно, своими я эмоциями. желаю. Евгений, ну о чем вы говорите? Я просто столько всего сваливается, что это, знаешь, переживаешь в себе, а все равно нужно ну, держаться. Ну как, истерично кричать при людях, ну, неприлично, как минимум. Вообще с вами даже не поспорить. Тут же вопрос был не про крик, а про более такой резкий тон. Но я получил ответ на свой вопрос. Светлана Георгиевна, спасибо, Слушай, что нашли время с нами пообщаться. Вам еще вот 100 тысяч миллиардов приветов из прямого эфира, из чата. Если будет время, полистайте потом вечерком, посмотрите, вас там пишут, обожают и говорят вам браво, Светлана. Спасибо и до новых встреч в эфире. Евгений, спасибо вам большое. Подождите, пока не отключайтесь. Хотела вам сказать, что столько всего грустного вокруг. И я обожаю белорусов, я горжусь белорусами, но улыбаться меня чаще всего заставляете именно вы, Евгений, с вашими комментариями. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы сейчас лицо канала «Страна для жизни». Он очень для меня важен. И Вы в курсе, Вот, Светлана видите? Георгиевна, что мы в прямом эфире сейчас? Мне нельзя краснеть. Я, как вы, не умею быть спокойным, я уже нервничаю. не, ну, как есть, так есть, чего ж скрывать. Все, ребят, слышите, это нужно вырезать, и это будет портфолио этой фразы. Спасибо большое. Спасибо, что, да, пригласили. Я постараюсь выходить почаще. Я знаю, как это нужно. Ну, чаще всего просто стесняюсь. Вы же меня знаете. Но я постараюсь. Я работаю над собой в этом направлении. Спасибо еще раз. Друзья, с нами на связи была избранная народом лидер, и, как пишут нам в комментариях, и трудно не согласиться, президент Светлана Тихановская. Спасибо большое. И это вам.
Ребят, у нас еще на связи сегодня Валерий Ковалевский, и мы совсем скоро надеемся увидеть его в эфире, потому что есть еще вопросы такие технические к офису Светланы Тихановской, на которые мы надеемся нам даст ответы Валерий. А пока... А мне ребята подсказывают, что нам задонатили 60 евро, даже почти 83, и это просто великолепно, друзья, потому что мы сегодня обозначили себе небольшую планку в 500 евро и собираем на развитие канала, потому что нас спрашивают, почему у вас не растут подписчики, что такое, что с каналом. Друзья, мы не проплачиваем рекламу, мы не двигаем свои видео как-то специально, это все органика, все просмотры органические, то есть все то, что вы насмотрели, налайкали, репостнули, дизлайкнули, написали свои комментарии. Важно, кстати, подсказали нам, что если оставляете комментарии, вот не только в прямом эфире, но и после того, как видео будет загружено, нужно писать в комментарии чуть больше, чем 4-5 слов. Но в плане не скупитесь дважды написать «нам понравилось», «нам понравилось», «нам понравилось», даже трижды, потому что чем больше слов в комментариях, тем выше этот комментарий ценится. Спасибо за то, что пишете прям огромные сообщения, вот сюда насыпаете нам в прямой эфир. Здесь все еще разбираются между собой мужчины, как можно зарабатывать 3000 евро дальнобойщикам в Европе. Я вам так скажу, есть у меня несколько знакомых, которые работают, они сами белорусы, и мы знакомы 300 лет еще с раннего детства, работают вот в Литве дальнобойщиками. Работают почему в Литве? Потому что в Беларуси такие деньги не заработаешь. И, ну, я так понял, что больше, чем 1300 на руки у некоторых получается, потому что именно такие суммы мне называли. Надеюсь, никого не сдал. А то мало ли, вдруг кто-нибудь зарабатывает там, а жене не все привозят деньги, представляете? Ну, может, они и не смотрят это видео. Так, друзья, погнали дальше, к новостям и к тому, что происходит. Когда будут выдавать биометрический паспорт в Минске, нагадайте, плиз. Давайте нагадаем, я сейчас вам не нагадаю, но это нужно гуглить. Я думаю, что у вас это получится быстрее, чем у меня. Про биометрические паспорта говорят несколько уже лет, и что-то говорили, что вроде бы как к этому лету начнут их раздавать. А сейчас я еще попрошу наших технических специалистов, извините, друзья, что прям так вслух на камеру, но, ребят, давайте откроем окно или включим вентиляцию в студии, я сейчас сдохну здесь. Я зарабатываю 12 тысяч долларов дворником в Могилеве, пишет Ярослав. Ярослав Двориченко. Ярослав просто великолепный. И вот пока у нас есть такие замечательные люди, как Ярослав, дворником 12 тысяч. Что он должен делать? Где он метет? Где он гребет эти бабосы? Надо задуматься. Так, я думаю, сейчас лучший момент выйти на протесты, внимание, из-за того, что ОМОН сейчас этого вообще не ожидает. Выйти не по всем регионам, а где-то возле резиденции Таракана и возле Стеллы Минск, город-герой. О! Вот она что, пишет Майнкрафте. Ну, либо человек играет в Майнкрафт, либо неправильно написал любимую книгу президента. Майкамф правильно пишется, судя по последним тенденциям в экономике и во всем происходящем в государстве. Когда будет следующий квиз? Это хороший вопрос. А я напоминаю, что сегодня на все самые хорошие вопросы отвечают серьезные, весомые, важные специалисты. Например, такие, как представитель офиса Светланы Тихановской по международным делам и вопросам Валерий Ковалевский. Он прямо сейчас у нас на связи. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Так, мы знаем, что у вас немного времени, нас предупредили, сказали, что вы к нам максимум на 5-7 минут, поэтому, собственно, об этом мы с вами и поговорим. Скажите, пожалуйста, Валерий, значит, в курсе мы, что есть определенные важные успехи на международной арене у офиса Светланы Тихановской, но хотели бы вот что узнать. Сейчас постоянно говорится о том, что вот-вот ЕС примет 4-й пакет санкций. Расскажите нам, пожалуйста, действительно ли нам стоит с таким ажиотажем ждать этого пакета? Это моя бабушка тоже очень про пакеты всегда интересуется. Действительно ли нам стоит ждать этот пакет санкций и к чему он приведет и как он поможет в разрешении нынешней ситуации? Да, безусловно, пакета стоит ждать, он обязательно поступит. Более того, будет пакет не только от Европейского Союза, будет пакет и от Соединенных Штатов. Великобритания тоже ведет свою политику внешнюю, Канада также готова применять дополнительные меры.
Но вместе с тем любые санкции, любое внешнее давление несопоставимо уступает внутреннему давлению. Это и внутренний протест, и продолжение сопротивления, и солидарность белорусов, которые остаются в Беларуси. Так, из того, что вы сказали, Валерий, понятно, что из-за западной границы нам стоит уже скоро ждать пакет с пакетами, которые, вот знаете, как у каждого на кухне есть, пакеты санкций есть, и это все будет давление снаружи. Вопрос к вам, как представителю по международным делам и вопросам. Встреча Путина и Лукашенко в Сочи. Вот как бы вы ее оценили? На что это вообще было похоже? Вот то, как это транслировалось телеграм-каналами, приближенными к Лукашенко, вот этот его пул журналистов показывали вот эти дары с колбасами, катание на лыжах. В общем, по делу ничего не рассказали. Может быть, вы нам поясните, что же там происходило-то в Сочи? Мне это напомнило попытки сделать хорошую мину при плохой игре, при довольно плохой ситуации для Лукашенко. Он пытается разыгрывать достаточно нормальные условия для себя, для Путина, что внешняя политика продолжается, что дружеские отношения и такие очень партнерские отношения с Россией продолжаются. Но, тем не менее, о результатах нам практически ничего не известно. И это одно из отличий, таких фундаментальных отличий белорусской внешней политики времен Лукашенко. Это то, что мы практически ничего не знаем. Белорусы ничего не знают о том, о чем договаривается Лукашенко. И я бы сказал напрямую, как он нас, за сколько нас продает каждый раз, когда он встречается с российским руководством. Вот эта вот непрозрачность, неоткрытость белорусской внешней политики, она на самом деле очень вредна для того, как мы понимаем, как обеспечиваются национальные интересы и как белорусы участвуют во внешней политике нашей страны. Поэтому можно оценить результаты в целом как печальные, малоинформативные, ничего они не дали в плане понимания отношения России к белорусскому вопросу, к ситуации в стране и в том, каким образом Лукашенко будет разрешать эти проблемы. Как и после ВНС, мы не увидели ни одного решения, которое бы действительно разрешало существующие в стране проблемы. Валерий, скажите, пожалуйста, я думаю, что вы следите за новостями и видели новость о том, что вот-вот, скорее всего, в ближайшее время, во всяком случае, так сообщают российская газета «Коммерсант», если не ошибаюсь, ссылаясь на свой источник, близкий там к Кремлю, в Беларуси поменяется посол. И может стать Евгений Лукьянов. Это человек, который занимал место посла в Латвии. Часто говорил о том, что без России никому не выжить, в плане бывших постсоветских республик, что Донбасс — это Россия, Крым — Россия. Вот это вот такой абсолютно пророссийский империалист невероятный. Скажите, пожалуйста, слышали ли вы об этом и с чем может быть связана смена посла в Беларуси, учитывая, что и предыдущий заявлял самые невероятные вещи о том, что Беларусь, например, должна понимать, что без России никуда? Да, я слышал об этом назначении, точнее, о готовящемся назначении. Похоже на то, что это довольно типичный российский дипломат, у которого очень обыкновенное мышление, взгляд на мир достаточно упрощенный. Ничего нового не сказал. Во всяком случае, те цитаты, которые приводились в его исполнении, они показывают достаточно рядового российского дипломата, который смотрит на мир как на такую второстепенную, второсортную территорию для России. С чем связано назначение, или точнее смена Мезенцева, говорят о том, что его могут назначить в Совет Безопасности России, но вполне возможно, что это связано с необходимостью пересмотра российской внешней политики в отношении Беларуси. Похоже на то, что Мезенцев не до конца соответствовал той роли и тем ожиданиям, которые на него возлагали в Кремле. У него достаточно хорошие отношения сложились с Лукашенко. Может быть, и это тоже какая-то причина, часть причины того, почему его отзывают в России. Валерий, еще скажите, пожалуйста, сегодня... ни для кого не секрет, для тех, кто смотрит наш стрим, видимо, это люди, которые понимают все происходящее и знают, что офис Светланы Тихановской находится в Литве. Вот сегодня в Литве была новость о том, что представители белорусской диаспоры отправились к офису компании Яра, которая есть представительство и в Литве, и там провели пикет с требованием о том, чтобы Яра прекратила таки сотрудничество с Беларусь-Калием.
Скажите, пожалуйста, вообще эта тема, которая очень сильно тоже педалировалась и поднималась в конце осени, зимой, там в декабре, о том, что белорусы писали петиции и просили все компанию Яра надавить на Беларусь Калий, вот она там надавила. На самом деле, вот как бы вы оценили необходимость и откажется ли компания Яра от сотрудничества с Беларусь Калием? Если да, то к чему это может привести? Ну, во-первых, я должен сказать, что мы не участвуем в этом протесте, мы не участвовали в его организации, но мы понимаем, почему. Мы понимаем, почему белорусы продолжают настаивать на том, чтобы Яра International прекратила отношения с Беларусь Калием. Достаточно сложная тема, и у Яра International есть свои доводы в пользу того, чтобы продолжать сотрудничество, поскольку они думают, что это поможет влиять каким-то образом на процессы внутри Беларусь Калия и поможет защищать интересы рабочих. Есть также и позиция белорусских профсоюзов независимых, есть и позиция стачкомов, которые зачастую могут расходиться. И в то же время для нас важно было бы видеть, что международные компании, ответственные компании с хорошими технологиями и с корпоративной ответственностью, что они действительно прикладывают реальные усилия для того, чтобы добиваться обеспечения прав трудящихся на предприятиях в Беларуси, с которыми они сотрудничают. То, что сделала Яра, у них есть определенные успехи на этом направлении, но тем не менее сказать о том, что все права рабочих на Беларусь Калии соблюдаются, и более того, самое главное – это право на стачку, которое означает, что могут быть и политические требования у рабочих, все-таки эта цель еще не до конца достигнута. Валерий, спасибо большое, что уделили нам время. Вот еще вопрос здесь писали, спрашивали. Валерий, расскажите, а что там дальше? Когда в Штаты, когда к Байдену? Вы уж извините, что я так задаю вопрос, но задаю, как его написали. Нет, спасибо за вопрос. Да, мы обязательно попадем в Соединенные Штаты, и да, мы надеемся на то, что состоится встреча с Джо Байденом. Мы над этим вопросом сейчас работаем, разрабатываем программу поездки Светланы Тихановской в США. Вопрос непрост, прежде всего потому, что в США достаточно сложная ситуация с ковидом. Она сложная везде, но в США сейчас к этому вопросу подходит более ответственно, чем при администрации Трампа. Есть ограничения на встречи международные у Джо Байдена и у высшего политического руководства США. Поэтому полететь в Вашингтон мы можем в любой момент, но это не означает, что мы сможем встретиться с президентом США. Мы можем даже сегодня сделать интересную, насыщенную программу пребывания в Вашингтоне и можем встретиться с самыми широкими кругами в США, но в то же время для нас очень важно получить политическую поддержку от руководства Соединенных Штатов, и Джо Байден – это тот человек, который наверняка окажет серьезное влияние на ту динамику, которая происходит в Беларуси. Встреча такая, она будет иметь значительное звучание во всем мире, не только в Беларуси. На это внимательно следят и наши соседи с востока, и с юга. И Китай очень заинтересован в том, как развиваются отношения Светланы Тихановской и администрации Байдена. Поэтому мы будем добиваться того, чтобы эта поездка произошла в полном формате. Валерий, тут еще такое дело, вот обещал последний вопрос, вот теперь прям вот все, вот больше не буду смотреть в комментарии, но это спрошу. Здесь вовремя напомнили интервью Светланы с Дмитрием Гордоном, там, скажем так, я думаю, что вы успели посмотреть его, там был очень хороший момент с вопросом про Крым, и замечательный ответ Светланы был на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, предусмотрены ли в ближайшее время какие-то звонки, созвоны, встречи с представителями официального Киева? Потому что, судя по интервью, все может быть. Ну, может быть, все начнутся. Да, все действительно может быть, и мы ничего не исключаем. У нас уже были контакты с министром иностранных дел Украины, у нас у Светланы Тихановской была очень успешная, теплая и продуктивная встреча с парламентариями Верховной Рады. Все поступательно, мы идем в этом направлении. Украина наш ближайший сосед, друг, брат и партнер, поэтому, безусловно, в этом направлении мы будем продолжать двигаться и добиваться того также, чтобы наши контакты выстраивались уже на самом высоком уровне. Валерий, спасибо, что уделили нам время. Успешного вам продолжения рабочего дня.
Спасибо, Евгений. Спасибо большое. Спасибо. Итак, друзья, у нас на связи был Валерий Ковалевский, представитель офиса Светланы Тихановской по международным вопросам. Что ж я сегодня слово международное выговариваю только с 5-го раза. По международным вопросам и делам. А дальше я вот, извините, иногда у меня взгляд такой косенький кажется. Все в порядке, я просто подсматриваю на время, поглядываю. И понимаю, что у нас сегодня еще есть... У нас сегодня еще есть один гость. Мы... Знаете, очень часто говорят о том, что вот старая номенклатура, эти люди, которые там засиделись в Беларуси. Мы всегда говорим «дорогу молодым». У нас сегодня есть молодой специалист. На связи буквально через несколько минут будет. А пока я чуть-чуть, вот буквально пару секунд пробегусь по тому, что вы нам здесь поприслали и написали в комментарии. В 21:00 стрим у Ольги Карач, пишет нам Ольга Карач. А нет, не Ольга Карач пишет, а некий Дмитрий написал. В 21:00 это да, мы вас к этому времени отпустим, дорогие зрители. Так, я обязательно вернусь ко всем вашим вопросам и комментариям, которые смогу увидеть, узреть, прочитать и как-то на них отреагировать. А сейчас, одну минуту, друзья. А сейчас у нас на связи эксперт в области государственного управления и международного развития, магистр экономических всяческих наук Рыжиченко Алиса. Здравствуйте, Алиса. Итак, Алиса, мои кореша, как говорит Юра Дудь, технические специалисты подсказывают мне, в ухо кричат, что у нас какие-то проблемы со звуком. Мы пока Алису... Поговорите с нами. Пока не слышим, мы вас пока отключаем. И будете разбираться с этим вопросом. Сейчас, друзья, секундочку, я дам две подсказки. Так, сейчас. Так, друзья, это маленькая техническая заминка, без которых никак. Так, вот. Так, сейчас там наши технические фиксики разберутся с сообщениями, и мы снова сможем выйти на связь. Итак, давайте быстренько к вашим комментариям, что вы нам здесь успели понакинуть и поднакинуть. Какая форель, карп крашеный? Что? Какой карп? Линник. Все спрашивают про линника. Друзья, смотрите. Про линника спрашивают уже несколько дней. Все, что мы знаем, это его отец сообщил о том, что его задержали. Следственный комитет пока не дает ответа. Во всяком случае, на момент начала нашего стрима, я просто сейчас не успеваю следить за всеми новостями, о линнике неизвестно, где он и что он. Но вы всегда можете писать просьбы, заявления в РУВД, в прокуратуры, Генпрокуратуры, Следственный комитет. Требуйте найти человека, потому что просто говорить нам, спросите, где он, у кого нам спросить. Вы думаете, нам дают ответ в Следственном комитете? Да нас вообще на расстоянии ядерно-пушечного выстрела усатой боеголовки не подпускают. Так что у вас есть все шансы дописаться и узнать, во всяком случае получить даже формальную отписку. А мы напоминаем, что у нас на связи сегодня специалист и эксперт в области государственного управления и международного развития, магистр экономики Рыжиченко Алиса. Здравствуйте, надеюсь, мы вас услышим. Добрый день, Евгений. Слышно меня сейчас? Здрасте, да. Все великолепно, мы вас хорошо слышим. Алиса, значит, перед тем, как перейти к самым непростым, болезненным и душетрепательно шипящим вопросам про экономику, я сразу напомню нашим зрителям, может быть, они что-то пропустили. В начале стрима, там полчаса назад, я рассказывал вам, друзья, о той статистике по инфляции, сравнивал Прибалтику, Украину и Беларусь, говорил о том, насколько у нас подорожало за последние годы. Это я все ссылался на коротенькие выдержки из работ Алисы. Алиса, и хорошо, что вы здесь, потому что давайте попробуем сейчас коротко изложить вот какую ситуацию. Что же происходит, подождите, сейчас слово подберу культурное. В каком месте сейчас находится белорусская экономика? И с чем связаны, вот у нас сегодня уже один человек отвечал на эти вопросы, с чем связаны заморозка цен на продукты, на лекарства и чего ждать нам вообще дальше? Давайте будем честными, да, 2020 год, он в принципе оказался очень сложным для всех белорусов.
и мы закончили этот год с какими-то космическими цифрами и уровнем инфляции, максимальным за последние 5 лет, это 7,4%. По итогу года 2020 и уже в январе инфляция опять выросла до 7,7%. Поэтому что можно говорить о текущей ситуации в стране? Мы находимся на дне, да, если это можно так сказать, и это, наверное, будет мягко сказано, потому что, учитывая статистику за 2020 год, хотя еще нету итоговых данных, да, они появятся только в марте месяце, можно уже сказать, что золотовалютные запасы снизились в стране почти на 30%, более 25% там снижения. Да. За счет этого правительство пыталось как-то смягчить негативные эффекты от валютных кризисов, которых было аж целых 2 за 2020 год. И если после первого валютного кризиса в первом квартале как-то правительству удалось сгладить, мы наблюдали массовый отток депозитов и валютных, и в белорусских рублях, что привело к истощению банковских пассивных ресурсов, которые идут непосредственно на финансирование нашей экономики. То есть, соответственно, тенденции идут дальше к повышению инфляции, то есть повышению уровня цен. Ну и, естественно, можно было ожидать вот эти меры, о которых мы узнали сегодня, да, по заморозке цен на определенные социально значимые товары и на некоторые медицинские препараты. Это следовало было ожидать, да. Первая причина – это инфляция, и вторая причина – это недавние изменения налогового законодательства. То есть они сначала забрали льготную ставку 10% НДС на все виды данных продуктов и медицинских препаратов, а теперь заморозили цены. Вопрос в другом. Заморозить-то они заморозили, но какой эффект даст эти меры? На самом деле это приведет еще к более ухудшению экономической ситуации. Каким образом? Это создаст дефицит на данные продукты, на данные товары, да, на данные медицинские препараты. Потому что уже сегодня поставщики закупают сырье по ценам в 2 раза больше, в 2 раза дороже, чем было это на начало января или в декабре месяце. Естественно, когда поставщик тратит в 2 раза больше суммы на сырье, на производство продукции, себестоимость товара растет, естественно, конечная стоимость этого товара будет возрастать и для потребителей. Но, учитывая ситуацию приближения весны, да, и общую обстановку, и общий политический кризис в стране, который сложился после объявления выборов, во избежание этого резкого скачка цен и в последующем возникновении еще больше недовольства со стороны населения, правительство приняло вот эти ограничительные меры, даже можно сказать запретительные меры, да, регулировать, поднимать цены на эти виды продуктов. Но мы все понимаем, если возникает дефицит товара, следует за дефицитом обязательно резкое повышение цен на данную группу товаров. То есть, в принципе, можно сказать с уверенностью, если режим Лукашенко остается у власти в ближайший год или более, мы увидим преддефолтное состояние нашей страны в 2021 году. Возможно, и наступит сам дефолт, потому что вытягивать экономику из внутренних ресурсов у него нету. Нету возможности. И внешние источники все для него перекрыты. Россия тоже неохотно ему помогает. Поэтому будет постоянное давление на предприятия, на бизнес частный в стране, будут повышаться налоговые ставки. Мы увидим с вами ограничения по валютным операциям. Золотовалютного резерва уже не хватит вытягивать курс и держать его на стабильном уровне. Поэтому все идет к тому, что в случае, если Лукашенко останется у власти, а мы понимаем, что уходить он не собирается, страну ждет просто страшный и острый социально-экономический кризис. Я так понимаю, Алиса, спасти
самих себя, ну то есть как-то сделать так, чтобы не дойти до этого страшного острого политического, экономического, социального кризиса. До политического уже дошли, до экономически-социального, вот чтобы острова не дойти. И, видимо, единственная возможность это все-таки сделать так, чтобы власть в стране сменилась. А вот скажите мне, пожалуйста, вот давайте с вами пофантазируем на одну секундочку, просто вот на одну секундочку. Вот меняется власть, ну просто вот уходит Лукашенко, ну так случилось, вот щелчок пальцев, все, у нас 1 мая, День всех трудящихся, человек натрудился уже, прям перетрудился, ушел. Приходят демократические силы, там, возвращаются в Минск и так далее. И вот вам говорят: Алиса, вот вы говорили такие правильные вещи, вы специалист в экономике, и давайте-ка 3 пункта. А что, собственно, делать с экономикой, чтобы не дойти до такого состояния вот, полной катастрофы, до дефолта? И возможно ли ее вообще спасти? Я сейчас не прошу решения, я ни в коем случае не прошу идеальный экономический план, потому что его не могут предоставить ну, вообще никто пока. Но только Романчук говорит о том, что он у него есть где-то, и утверждает, что им никто не пользуется. Ни Лукашенко, ни Демсилы, ни даже сам Ярослав его не открывает уже. Но он есть у него. А вот вы что бы предложили, каких, ну, допустим, там 2-3 пункта, что делать-то? Ну, во-первых, мы должны понимать, в любом случае, кто бы ни пришел к власти, да, в случае проведения новых независимых выборов, Беларусь сможет избавиться от экономической и политической изоляции. Таким образом, получить доступ к помощи финансовой, международных финансовых институтов. Европейского банка развития, Европейского инвестиционного банка. Без этих средств, без этой материальной помощи, финансовой помощи, Беларусь в одиночку справиться с теперешним экономическим кризисом не в состоянии. Это нужно четко понимать. Это первое. Второе, то есть нам нужны выборы, да? Нам нужны демократические выборы, которые вернут Беларусь на мировую арену и дадут понять нашим европейским партнерам и партнерам со всего мира, что мы порядочные, что у нас установлены демократические принципы в стране, и сотрудничать с нашей страной безопасно, по крайней мере, да, в переходный период. Второе, что нужно сделать, это, естественно, экономические реформы. Они должны охватывать все сферы. Естественно, нужно думать о закрытии убыточных предприятий. Да, будут говорить, столько же людей останется без работы и так далее. Но мы должны понимать, что это в любом случае неизбежно. Останется Лукашенко у власти или придут демократические силы, все предприятия, которые находятся в убытке, которые датируются за счет государства, льготными кредитованиями, какими-то субсидиями, они все должны быть закрыты, либо каким-то образом трансформированы в более конкурентоспособные предприятия, которые способны выходить на самоокупаемость хотя бы. Для того, чтобы закрыть такие предприятия и не усугубить экономическую ситуацию, да, не увеличить уровень безработицы в стране, нам необходимо для начала продумать программу переквалификации сотрудников, которые работают на таких предприятиях. Нам нужно продумать социальные программы поддержки малоимущего населения. Но это должны быть программы неэффективные, как существует на сегодняшний день в Беларуси. Да? Я не знаю, видели вы статистику или нет по пособиям и помощи в период ковида семьям с детьми. И, ну, это просто смешные цифры, порядка 17 евро, 400 тысяч семей получила в Беларуси, которые воспитывают детей. По сравнению, например, с 900 еврами, которые получили семьи, которые воспитывают детей в Австрии, например, да? Или с 500 еврами, которые получат дети в Латвии. Мы говорим о том, что все сразу, естественно, не будет. Но нам нужно продумать план экономических реформ и план новых социальных программ, поддерживающих наше население. Нам нужно выходить на европейский рынок. Если говорить, да, можно сказать, что у Европы все плохо и так у самих по итогу 2020 года из-за пандемии и так далее, но нужно понимать, что Беларусь — это с точки зрения геополитики
очень важный регион. То есть ради стабильности и безопасности всего региона в целом Европа будет в любом случае стремиться сохранить стабильность и безопасность в Беларуси. Поэтому будет расширяться программа Восточного партнерства с Европой. Это все будет в случае, если придут демократические силы к власти в Беларуси. Опять же, повторюсь, неважно, какие они будут, да, и кто будет представлять эти демократические силы. Однозначно нужно проведение новых выборов демократических, честных выборов и установление демократических норм, потому что на сегодняшний день мы видим, что уже сама структура государственной власти разваливается. Судебная система, например, она уже не выполняет своих уставных функций, которые предусмотрены, да, по уставу. То есть судят кого угодно, как угодно, не обращая внимания на доказательства и так далее. Поэтому можно говорить бесконечно, но в любом случае доступ к финансовой поддержке международных финансовых институтов нам необходим обязательно. Кроме того, можно говорить о том, что в случае ухода Лукашенко Европа может предоставить финансирование на изменение энергозависимости от России, то есть на переход к более устойчивому развитию. Да. Единственное, что я хотел, извините, вот там 5 копеек своих вставлю. Тема экономическая, поэтому 5 копеек – это обязательное дело. Я понимаю то, о чем вы говорите. Насколько я знаю, вы закончили обучение, учились где-то в европейских университетах. Ну, сейчас я диссертацию пишу, да, в Венском государственном университете. Венском, вот. Вы очень много говорите о Европе, но, может быть, я ни в коем случае сейчас не хочу поучать, но и для наших зрителей все-таки надо кое-что повторить, потому что все то, что сейчас говорила Алиса, оно имеет самый здравый смысл, но так получается, что белорусское общество, оно весьма неоднородно в вопросе того, что делать с экономикой, что такое приватизация. Там еще нужно провести большие курсы, рассказать, что это не так страшно, как может показаться. И вот этот разворот к Западу даже стороной экономики, он очень многих будет пугать. Поэтому давайте обозначим так, что это один из возможных путей, пусть и самый логичный, понимаете? Пусть и самый логичный. Но мы должны понимать, что в любом случае Да, наше направление дальнейшего развития не будет ограничиваться исключительно Европейским Союзом. Мы как сотрудничали с Россией, мы так и будем продолжать это сотрудничество. Просто мы говорим сейчас о снижении энергетической зависимости, да, потому что мы сейчас на 100% зависим от России по энергетическим ресурсам. Мы говорим о развитии каких-то экологических программ, о развитии устойчивого развития, то есть применение и модернизация производства уже в соответствии с новыми технологиями. Никто не говорит, что мы побежим в Европейский Союз завтра, да, мы там и не нужны Европейскому Союзу. Мы все понимаем, мы должны развиваться как независимая отдельная страна. Но просто мы должны понимать, что ни одно государство не может существовать в изоляции от всего мира. И мировые финансовые институты, они существуют для того, чтобы поддерживать страны вот в такие кризисные моменты. И мы можем рассчитывать на эту помощь со стороны Европейского Союза. Возможно, антикризисный фонд будет создан и при поддержке России. Это не исключает, да, участие России. Поэтому, да, мы ни в коем случае не говорим о том, что мы побежим в Европу, да, или что мы побежим в Россию, хотя Лукашенко, видимо, именно так и хочет сделать. Но вопрос в другом, что не надо бояться того, что нас поглотит Европа. Она не будет нас поглощать. Мы Европе не нужны. Просто у нас есть возможность тогда доступа к финансовой поддержке, благодаря которой Беларусь может в кратчайшие сроки справиться с кризисом финансовым и экономическим, который у нас возникает в стране. Спасибо, Алиса. Алиса, вот большое спасибо за то, что без лишних вопросов, моих каких-то не совсем, скажем так, профессиональных, вы коротко, ясно, доступно и лаконично изложили все то, о чем стоит говорить, во всяком случае, о чем стоит говорить для всех тех белорусов, которые задаются вопросом, что там дальше, как нам дальше жить. Большое спасибо, мы надеемся еще не раз вас увидеть в наших стримах и эфирах. Спасибо. И не только увидеть, но и услышать. Спасибо большое, друзья. С нами на связи сегодня была эксперт в области государственного управления и международного развития, магистр экономики, вот диссертацию защищает Алиса Рыжиченко. Вот отдельные вещи говорила Алиса. Порой это нужно проговаривать даже для тех, кто скажет нам, а нам и все так понятно.
Ну а сейчас, друзья, прям любимые мои моменты. Итак, давайте мы обратимся к комментариям, ко всем Кремле, Лука, ботам, ферме ботам и прочим, и не только к ним. Значит, смотрите, вы просто завалили сообщениями о том, что эфир укарач. Это понятно. Дальше. Игорь Макар, 500 раз писали. Я думаю, что если вы хотите узнать, что там с Игорем Макаром, этот вопрос нужно задавать не нам. Этот вопрос нужно задавать самому Игорю Макару. Если вдруг Игорь Макар согласится к нам на следующей неделе заглянуть в стрим, мы будем только рады и счастливы. Рады и счастливы будем задать вопросы, которые нам часто задают в комментариях. Говорят, спросите, поинтересуйтесь, у нас у самих очень много вопросов. Поэтому... Отвечать на то, где Игорь Макар и что с этим делать, что там, почему никто не слушает Макара. Ну как это никто не слушает? Вы видели, сколько у него просмотров? А вы знаете, как просмотры делаются в Ютубе? Правильно, за счет комментариев. Не всегда живых людей, между прочим. Давайте так, чтобы ни на кого не наговаривать, а знаете что, это субъективное мнение будет. И вы можете сейчас плявузгать на меня, поливать грязью и все что угодно. Вот мне здесь, я прям сохранил комментарий. Сейчас, секунду, друзья. Я такое скриню, чтобы не потерять. Вот был комментарий. Евгений, вы говорите, четкого плана ни у кого нет. Он есть, причем от бывшего следователя, который знает внутреннюю кухню. Главное его распространить. План Багратион, по-моему, он звучал, у Максима Шабутского на канале. Значит так, по Максиму Шабутскому. Я сразу скажу, что Максим Шабутский очень талантливый человек, потому что мой отец смотрит его взахлеб и говорит, да, вот это он разносит, и демсилы эти, дает там всем копоти. 8 тысяч подписчиков на канале, может быть там чуть больше, и десятки тысяч просмотров. Накрученные просмотры, рекламное видео, вы делитесь этими видео. А теперь открываем статью за июль этого года на замечательной платформе, сайте, которая называется Reform.by. Называется статья «Как госпропаганда дает рычаги влияния внешним силам». И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, где-то на 7-8 абзаце начинается, ладно, на 12, потому что здесь хронология вбросов про экстремистов из Украины, и потом появляется тот самый Максим Шабутский. Через 5 дней после вброса про украинцев, которые там у нас собираются что-то радикализировать, появляется ниоткуда блогер Максим Шабутский и его проект «Операция Багратион». Извините, это не корона, это простуда. Видимо, на меня собирается напасть. Стоит почитать эту статью, и знаете что, мне прям не лень. Вот посмотрите, вы задаете вопросы, трачу время свое на это постоянно, все перечитывая. Вот вам коммент, ищите его, переходите по этой статье и ответьте сначала, даже не ответьте себе на вопрос, а задайте себе вот какой вопрос. Максим Шабутский, кто он и откуда? Знаете, я бы тоже мог повесить себе за спиной огромный бело-красно-белый флаг с погоней. Он у меня в комнате еще со школьных лет висел. Вот повесить себе такой, сесть и с каменным лицом. Я бы даже, знаете что, они поверили бы, если я чуть покороче постригусь, уберу бороду, сяду, вот эту вот выправку серьезную такую, под флагами, под всеми и скажу: я Евгений Соленков. Мою фамилию вы не найдете ни в каких списках, потому что я сначала служил в спецназе, там какая-то у нас была отдельная супер-пупер рота, и у меня там остались связи. А потом я был в Алмазе, в Барсуке, в Собре, в Антилопе, повсюду во всех ОМОНах. Но я уже лет 10 как не там, и теперь расскажу вам, какие у меня оттуда доходит, какая информация. О, давайте. Какая, значит, доходит до нас информация? Ко мне постоянно поступают звонки, где мои бывшие коллеги и нынешние сотрудники сообщают, неважно, что выслуга у нас там 20 лет и пенсия, я 20 лет уже там не служу, но мои коллеги служат, потому что они бессмертные, у нас бессмертный полк, и мне постоянно доносится информация о том, что у нас там, значит, не выходите на улицу, потому что нас обольют из водометов, вода в которых не замерзает даже при минус 30. Потому что сила напора ОМОНа, она святая. Вот это все, понимаете, друзья, извините, что отвлекся, это к тому, что к вашим комментариям. Тысячи комментариев о том, а что там, почему вы не слушаете тех или иных блогеров, людей, которые вдруг заявили, что они политики. Все потому, что мы слушаем тех, кто не просто заявляет, что он политик, а что-то реально достойное делает для Беларуси. И у нас на связи Пал Палыч, Латушка. Здравствуйте, Пал Палыч.
Здравствуйте. Павел Павлович, извините, нет звука у вас. Вы не могли бы переподключиться? Может быть, гарнитура у вас включена или что-то еще? Сейчас, ребят, перезагрузите, пожалуйста. Так, перезагрузите Павла Павловича, а пока... Ну вот видите как, друзья, подключается, значит, Павел Латушка, а я тут вам всякие эти смешные истории про суперблогеров рассказываю. Сейчас мы вернемся к серьезному вопросу, а потом продолжим, собственно, если захотите, по всем персоналиям, заметьте, не персонажам, по всем личностям и персоналиям в Ютубе. Смотрите, там Шабуцкий, значит, Макар, Радио 97 у нас спрашивает, там 1000 всего миллионов. Я не специалист во всех вопросах, но просто как адекватный человек, который может отследить по новостям. Ё-моё, друзья, у вас есть Google. Вы спрашиваете, где тот, другой, его задержали. Вбейте фамилию в Google, посмотрите все материалы, которые есть. Либо, как это делается? Вот сейчас человек писал, а что там по... Как, боже, забыл, как этого нашего блогера зовут. Павел Павлович есть на связи. Давайте мы сначала Павел Павлович, а потом все эти вот другие дела сторонние, несерьезные. Здравствуйте, Павел Павлович. Здравствуйте, надеюсь, что связь уже есть. Есть, спасибо большое. Мы знаем, что у вас немного времени совсем, и вот пока вы к нам подключились, воспользуемся моментом, чтобы задать вопрос, который нас интересует. Скажите, пожалуйста, встреча Лукашенко и Путина в Сочи, что это вообще было, чего от этого ожидать, и стоит ли бояться в ожидании? Ну, вы знаете, что в эти дни появляется очень много высказываний аналитиков, политиков о том, что было сказано в ходе встречи Лукашенко и Путина. Появляется много недосказанной информации, каких-то прогнозов. На мой взгляд, все это инсинуации, блеф и спекуляции. Мы все гадаем. И правильно ли нам находиться в этом алгоритме? Мне кажется, что этот алгоритм как раз-таки и задан Лукашенко и этой встречей. Давайте просто признаем важное, я думаю, о том, что решают судьбу белорусского народа, но ни слова не говорят белорусскому народу. О чем договорились, какие решения реально приняты, какие планы строят, какие сроки определяются. Еще раз Лукашенко демонстрирует фактически белорусам, что мы для него рабы, мы для него плебс, а он вообще правитель, который наделен какими-то специальными функциями, полномочиями на земле белорусской, и что он помазанник, и что он не обязан никому ни о чем говорить, докладывать, отчитываться. Называется тематика дорожных карт из уст нелегитимного. Сколько их уже? 30, 35, 100? Вообще имеет ли это какое-то значение? Как бы отвечаем, да, это имеет значение. Но что в них написано? Мы знаем? Нет, мы не знаем. Но это нужно знать белорусам. Это важно знать белорусам. Важно знать каждому нашему гражданину. А фактически совершаются действия, которые показывают, что нам это важно, а ему не важно делиться с этой информацией с белорусами или нет. Он фактически унижает всех нас, унижает белорусский народ. Он не считает нас за людей, он не считает необходимым, принимая какие-то решения, вообще советоваться с народом. В действительности ведь решение только об одном. Как сохранить свою власть и сегодня сохранить эту власть, уничтожая наш суверенитет, уменьшая наш суверенитет. Это полное неуважение к белорусам. Вот это моя оценка. Так вот, мы, наверное, еще раз должны сказать себе, глядя в глаза один одному: господин Лукашенко, хватит презирать белорусский народ. У вас, это его терминология на «ты», у вас нет полномочий не ставить ни во что народ. Вы не избраны этим народом, и у вас нет права говорить от имени белорусского народа и заключать какие бы то ни было договоренности, а тем более соглашения. Вы нелегитимный руководитель. И это очень важный сигнал, который должны знать российские партнеры. Все дискуссии, которые, может, имели место быть о продаже наших предприятий, о непродаже предприятий, о принятии дорожных карт, о выделении кредитных ресурсов и так далее. Это все лишь дискуссии, потому что правовых последствий в будущем они иметь не будут.
Вот это я хотел бы, чтобы мы с вами подчеркнули. И я очень надеюсь, что в нашей стране, я уверен, что в нашей стране будут политики, которые будут говорить народу, куда они едут, зачем они едут, что они будут обсуждать, а потом открыто и честно рассказывать людям, о чем договорились и о чем нет. Таких политиков, как Лукашенко, время ушло. Емко, понятно. Павел Павлович, есть еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, все весной мы ожидаем, что протест возобновится с той силой, которая была. Вы часто говорите о том, что вам пишут, к вам обращаются, к вам лично в НАО пишут чиновники и управленцы из Беларуси. Можно ли ожидать, ну знаете, пусть это будет даже такая просто надежда, можно ли ожидать, что весной вдруг те, кто обращался к вам и в НАО из чиновников, управленцев, вдруг там на местах скажут свое, пусть и нерешительное «нет» режиму? Вы знаете, у меня не надежда, у меня уверенность. Уверенность в том, что люди выйдут. Конечно, говорить о том, сколько выйдет людей, будут ли это миллион, будут ли это сотни тысяч, хотелось бы, чтобы вышло как можно больше, потому что это будет решающий момент для нашей истории, решающий момент для этого года. И мы, конечно, будем реализовывать тот план, ту стратегию, которую согласовали с офисом, который представил Народное антикризисное управление для того, чтобы достичь этой цели. И достичь этой критической точки, когда еще раз мы очень жестко поставим перед режимом условия, уже не условия, фактически безвыходной ситуации создадим, когда он должен будет уйти. Для этого должен заработать весь алгоритм действий, который мы представили и который можно почитать на сайте Народного антикризисного управления. Это элементы давления, персональные, экономические, антипропаганда, это работа с чиновниками. Кстати, есть вообще уникальная ситуация, если посмотреть, как нам пишут чиновники, есть министерства, которые с точки зрения их руководителей уже можно сказать, что фактически предали своих руководителей. А главное, что они говорят о том, что они не хотят работать с Лукашенко. Действительно, есть целый ряд министерств, меня это удивило, ну и порадовало, с одной стороны, чиновников. Конечно, важный элемент силовой блок. Это самая сложная тема, над которой мы работаем и не прекращаем это работать каждый день. Это тоже важный фактор. У меня сегодня были встречи и в Министерстве иностранных дел Польши, и с депутатами Европарламента, где мы обсуждали возможные действия со стороны международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, вопросов международного уголовного преследования, сбора фактов по совершенным преступлениям, санкций европейских, 4-го пакета санкций и так далее. Что может еще сделать международное сообщество для того, чтобы поддержать белорусов в этом движении, в этой борьбе? И здесь мы тоже очень важно, чтобы весь этот инструментарий максимально был задействован. Он зависит от нас, но решение принимается не нами. Но это тоже то, над чем мы очень активно работаем. Цифровой референдум. В ближайшее время мы стартуем и вынесем на суд общества вопросы, которые важно выбрать, и после этого начинать уже процедуру голосования, для того, чтобы Лукашенко не позволить перехватить повестку дня, чтобы он не вышел со своим референдумом и опять не оболгал белорусский народ, опять не сфальсифицировал результаты. Поэтому мы тоже здесь будем работать. Все это вкупе, сложившись в один кулак, даст нам возможность выйти и сказать, что мы требуем и мы не сдадимся, мы должны дойти до этого результата. Я верю, что у белорусов есть воля, есть характер, есть желание собрать силы в кулак и выйти весной. Солнце начинает светить над Беларусью. Весна наступает. Будут расцветать цветы, появится настроение другое. Просто мы начнем радоваться дню и радоваться будущему, которое перед нами. Давайте наполнять друг друга. Знаем, что очень мало времени у вас, поэтому спасибо вам за то, что уделили нам вот в эти пару минут и лаконично изложили свою точку зрения на важные вопросы. Мы надеемся вас еще увидеть в стримах, потому что есть еще много вопросов, и зрители задают, и нам бы с вами поговорить. А на сегодня спасибо большое и хорошего продолжения рабочего дня. Всего доброго, до свидания. Итак, друзья, я видел ваши вопросы к Павлу Павловичу, например, о том, легитимны ли будут все подписанные указы, соглашения, если их подписывает Лукашенко. Это хороший вопрос, и я надеюсь, что мы вернемся к этим вопросам и к офису, и поговорим и с офисом Светланы Тихановской, и с НАО, и Павлом Латушко.
поговорим на эти темы. Но сегодня, увы, мы стараемся соблюдать рамки приличия. И если нам говорят о том, что есть буквально там 3, 4, 5, 7 минут на пообщаться в эфире, мы стараемся не задерживать никого, потому что понимаем, что у всех рабочие дни в разгаре и работают все не по 2-3 часа, как на многих белорусских заводах, на которые у нас такая надежда, где рабочих дней в неделю 4 и по 4 часа. Нет, тут, знаете ли, работают по 12 часов в сутки, чтобы поскорее закончить начатое в прошлом году. Секунду. Ребят, пересохло в горле. Значит, сразу вам большое спасибо за донаты. Мы видим, что они прилетели, там целых 83 евро накапало. Вы скажите, на какую тему поговорить, чтобы этих донатов прилетало больше, потому что это все на развитие канала и на рекламу, которой у нас нет. У нас смотрит сейчас 3000 человек. Я заходил на стримы некоторых блогеров и видел там по 20, по 15 тысяч. И я понимаю, что это просто зависть сейчас во мне говорит. С другой стороны, я никак не могу понять, что там слушают. Что там происходит такого невероятного, волшебного. По сути, все происходящее в сети – это сейчас психотерапия. Каждый ищет, за что бы зацепиться ухом, краем уха. Ну, например, вот я прям сидя здесь тоже могу каждый день выпускать, например, обращение к Путину. От лица белорусской нации и всего народа я хочу сказать, что если вы, Владимир Путин, будете давать деньги ему, Лукашенко, то мы, белорусы, не вернем их вам. Но это не так. Не, ребят, уберите стяг, потому что это сейчас кощунство будет. Потому что это не так работает. Потому что не получится нам их не вернуть, если он наберет. Представляете? Ай-яй-яй. Что вам еще? Я вот уже начинал об этом говорить, что офис Тихановской очень слабый, они очень слабые, у них очень слабая подача, это все вялые сопли, знаете, мы так ничего не добьемся. Посмотрите интервью с ОМОНовцем, он там четко говорит, что он скотина и животное. Да, он скотина и животное, с ними можно бороться только вилами, поэтому нужно выходить, стать в первый ряд, сцепиться мужикам, и только силовой вариант. Есть такие блогеры, а есть, например, и такие. Мы серьезно работаем, я всю жизнь работал ради этого, мне всегда приходили специальные материалы. Я хочу сказать, что сейчас все МВД готовится и всех положат, кто выйдет на улицы. А кто не выйдет, тот сделает правильно. Не выходите сейчас, не дразните. Выйдем весной, мы подготовимся. Но и мусора подготовятся. Но пока никуда не ходите. Ах да, теперь я политик. Собираю свою команду. И таких десятки, друзья, десятки таких людей. Знаете, проще всего занимать вот такую вот позицию, когда просто сидишь, смеешься всему происходящему, порой недоумеваешь и, пытаешься задать какие-то вопросы, которые интересуют, вот самые простые, на простейшем уровне, соблюдая правила приличия, задать вопросы тем, кто у нас появляется в эфире. Да, мы каждый день рассказываем вам реальные новости, и мы надеемся, что вы получаете, хоть какое-то удовольствие. Ведущему надо помнить, что он сейчас не на сцене КВН. Он не умеет дозировать юмор. А комментатору стоит помнить, что он сейчас не на канале, где призывают к силовому этому самому разрешению конфликта и свержению власти. Ведущие разные. Если вас что-то не устраивает, дождитесь, пока будет другой ведущий на канале. А вы знаете, где человек, который начал этот канал. Так давайте что-нибудь сделаем. Вы можете зайти на любые другие каналы, где на таких серьезных щах несут такую хероту, друзья, что смотрите и наслаждайтесь. А здесь мы стараемся говорить легко, непринужденно, порой с юмором. Иногда все стараемся выстебать, потому что когда ты улыбаешься тирании и диктатуре, это раздражает их всех. И я уверен, это вот сегодняшний выпуск может раздражать даже очень многих тех, с кем мы много раз общались и в прямых эфирах, и какие-то интервью были, и вот они популярные люди. Да, это были непрофессиональные пародии, даже не пародии. Я просто хочу сказать, что, друзья, пожалуйста, интернет, он при всем том, что он мусорка, это ваша вшивая. Тут еще можно и погуглить, и посмотреть на прошлое, на будущее человека, поднять документы, лежащие в общем доступе, и накопать все, что угодно и на кого угодно. Посмотрите, как там фотографии старые. Я вот свои, например, вообще из сети не удаляю, а мне не страшно, потому что я ни на что не претендую. И не рассказываю, не учу вас, как вам жить. Кроме того, что, друзья, пожалуйста,
Для того, чтобы реальные новости были всегда бодрее, веселее и приносили удовольствие, во-первых, нужно, чтобы все безумие в стране закончилось. Чтобы оно закончилось, нужно сначала найти виноватого. Это тот случай, когда виновного во всем искать не надо. Он сам бегал по улицам города с автоматом, хвалил красавчиков, называл нас крысами и все вот это остальное. Увы, но факт. Пока все еще Лукашенко исполняет обязанности президента внутри Беларуси и за восточной границей. За западной исполняет обязанности президента Беларуси Светлана Тихановская. Хотелось бы, чтобы могла это сделать внутри. По всем остальным блогерам на все вопросы вы найдете ответы у этих же блогеров. И Google вам в помощь. Я там в комменты, кстати, кидал статью про Шабутского посчитать. В следующий раз попросите, на всех остальных найду. Всем спасибо, это были реальные новости. И спасибо за донаты. Пока.